Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре. Всех, кто любит эзотерику или, по крайней мере, заинтересован понять, что это такое, какие возможности, какие прелести, да, в этой сфере находятся. Буквально полминуты ждем, кто у нас еще не успел подключился. И начинаем. Надеюсь, что сегодняшний вечер для всех будет и интересным, и полезным. Итак, уважаемые дамы и господа, пожалуйста, поехали. Рад всех приветствовать на нашем вебинаре. И для начала давайте проверим, что у нас с качеством связи. От 1 до 10, пожалуйста, поставьте. 10 баллов слышно, видно, все хорошо, ну, единичка совсем плохо. Мгм, спасибо. Как правило, ну, мы настраиваем, да, наши вебинары. В основном, если возникают какие-то проблемы со связью или браузер перезагрузите, ну, в крайнем случае, наберите, пожалуйста, модераторов, может, они что-то подскажут. Для того, чтобы наш сегодняшний вечер прошел максимально интересно, да, и максимально продуктивно, ну, более-менее общие правила, надеюсь, вы знаете, на процессе нужно сосредоточиться, да, уделить этому внимание, тем более данная сфера эзотерика, она одна из самых сложных, одна из самых интересных. Да. Многие вопросы, они нестандартные, да, поэтому просьба уделить внимание, по возможности не отвлекаться, отключить все, что мешает, мессенджеры, там, не заниматься, да, другими посторонними вещами. В большинстве случаев вам очень пригодится, да, ручка, блокнот, пожалуйста, желательно, чтобы они были под рукой. И м, также, надеюсь, все знают, польза от любого вебинара, от любого тренинга, она состоит не в том, какую информацию вы получили, а в том, какие решения вы приняли. Да, поэтому, пожалуйста, будьте максимально активными, принимайте решения, отвечайте на вопросы, чтобы было понятно, что мы с вами общаемся, а не это просто монолог, да, без какой-либо ответной реакции. Итак, пожалуйста, э, продолжаем. Э, По нашему вебинару несколько орг-вопросов. Они также достаточно стандартные. Вебинар нельзя остановить, да, поставить на паузу и досмотреть потом. Поэтому, пожалуйста, вот в реальном режиме времени воспринимаем, успеваем отвечать на вопросы, принимать решения. Все ответы на вопросы, на ваши вопросы будут в конце вебинара. Если они возникают, пожалуйста, записывайте. А сейчас мы работаем до конца вебинара без отвлечений. И на вопросы также я буду отвечать, и на многие вопросы будут отвечать наши модераторы. Они же, да, в большинстве случаев, кураторы наших групп, э, обучающиеся по нашим программам, разумеется. За лишние ссылки, да, отвлекающие от темы, за некорректное высказывание кураторы могут блокировать, да, банить участников. Примерно, я надеюсь, что у нас это займет примерно 2 часа. Что будет на сегодняшнем вебинаре? Ну, вначале мы познакомимся, да, несколько слов в целом о вебинаре и, собственно, какие у нас основания на эту тему говорить. Вторая часть, основная, мы с вами рассмотрим ну, ряд ключевых вопросов, чтобы можно было бы понять, что такое эзотерика, да, и какую пользу она приносит людям, если человек, конечно, пользуется ей адекватно. То есть первое, что такое эзотерика, ну, небольшой пример. Мало кто на самом деле понимает, эзотерика это что. Даже если человек прочитал множество книг. В свое время я их перечитал очень много. Но, скажем, есть такая книга «Медитация». Там несколько десятков страниц, 120 или 140 определений, что такое медитация. Но что же это на самом деле, так и непонятно. Да? То есть если человек не является практиком, если он сам не практикует постоянно, не обучает, не имеет соответствующих результатов, то человек он может что-то пересказать, но суть он не понимает.
Мы с вами рассмотрим суть, да, там огромный объем вопросов рассматривает эзотерика, но самое главное это что? Второе, какие в ней заложены возможности. Конечно, интересно, когда Бог такой-то сказал кому-то там что-то и что-то произошло, но на самом деле это же не практическое использование возможностей эзотерики. Да? Поэтому по влиянию на нашу судьбу, по влиянию на наш внутренний мир, да, на все, что с нами происходит, да, что там происходит и какие возможности в эзотерике есть, мы с вами рассмотрим. Следующий принципиальный момент – возможности моря. Но чтобы ими воспользоваться, нужно, нельзя сказать кое-что, достаточно много знать и уметь. И все эти знания и навыки, собранные вместе, они дают то, что мы в данном случае назовем основным инструментом эзотерики. Да. Без него реализовать что-либо значимое в этой сфере в принципе не получится. Да. Почему и как это работает, мы рассмотрим. Ну, дальше для освоения этого инструмента, собственно, что именно нужно знать и уметь. Да, там, скажем, летчику нужно знать, ну, как управлять самолетом, навигацию, как разговаривать с диспетчером и многое другое. Да. Вот что нужно, чтобы летчик мог летать? Вот что нужно человеку, чтобы можно было бы сказать, да, ты духовный человек, да, ты эзотерик, ты обладаешь необходимыми знаниями и навыками. И в конце рассмотрим, собственно, наше предложение, каким образом мы все эти возможности реализуем в рамках наших процессов, в рамках наших занятий. Итак, для кого этот вебинар? Ну, конечно, есть вот определенная часть людей, для которой данная сфера одной из самых интересных, что есть вообще в этом мире. Да, это первая категория, зов души. Это в том числе был мой мотив, да, когда я начал знакомиться, да, с этой сферой. Вот вы чувствуете, вам это нужно, вам это важно, вам это очень интересно. Да? Мотивы могут быть разные. Не обязательно, чтобы здесь были абсолютно все, но, по крайней мере, большинство основных, почему люди приходят в эзотерику, в том числе на наше занятие, здесь представлены. Первое – это зов души. Я хочу знать, как устроена душа, как устроен этот мир. Вторая большая категория людей, в том числе наших слушателей, это люди, которые много прочитали, прошли множество всевозможных курсов. И они понимают, что в результате вот этого многообразия они не стали сильнее и умнее, а у них в голове множество противоречий, да, потому что терминология разная, подходы разные. Это как в голове много человек, и каждый отвечает по-разному на один и тот же вопрос. Это не делает человека сильнее, это создает ему дополнительные проблемы. Да? То есть в идеале противоречий быть не должно. Есть четкая система знаний. Чтобы любые знания работали, в данном случае по эзотерике, да, должна быть четкая система знаний, целостная, непротиворечивая. Есть ситуация, есть вопрос, и четко сознание определяет, каким должен быть ответ, да, какими должны быть решения. А когда человек отовсюду понемногу, чаще всего ему нужна помощь, а не он такой весь из себя классный. В большинстве случаев. Да? Объединить разрозненные теории в целое, ну, в большинстве случаев это для гениев, а не для умного даже, умного человека. Третье, третий мотив. То есть человек практикует, да, он старается, он там занимается медитацией, еще что-то делает, но результаты, которые он получает, они недостаточные. Да? Нужно исправлять ошибки, нужно менять что-то в своих подходах. Да? Это третья категория. Хочу получить практические результаты, чтобы от вложений, да, была польза. Четвертая категория людей. Не обязательно, чтобы изначально ими двигал мотив «я хочу понять вот именно эзотерику». Но часть людей приходит к пониманию, что не ответив на определенное число вопросов, вот он стремится, скажем, делать карьеру, да, или вот в целом качество своей судьбы увеличить, но не может этого сделать. Он убирается в стенку, да, которую не может преодолеть. И для части людей, если человек не ответит, он, скажем, организм,
который скоро там исчезнет, или бессмертная душа, что дает на порядок большую силу и энергию. Вот пока он не ответит на этот вопрос, и как на многие другие, Бог наказывает и бьет тебя, или если ты правильно открыт к этому миру, то это огромная энергия, сила, восторг, влияние, воодушевление. Вот пока человек не ответит на многие такие вопросы и не увеличит свою энергию, свою силу, там, свою веру в себя, в успех, он не может идти дальше. Для части людей, и для немаленькой части людей, да, это одна из ключевых возможностей, как качественно увидеть, да, вот, как поднимать свою судьбу, как идти вперед, да, как увеличивать свой успех. Поэтому для части это путь к успеху. Следующая категория– это решение каких-либо конкретных вопросов, каких-либо э, или проблем, или там задач, там, предположим, ну, в ряде случаев что-то неизлечимое заболевание, да, другое не работает. Да? Ну, предположим, ну, даже э, все знают, там, известные люди, миллионеры, там, миллиардеры, там, скажем, умер от онкологии. А этого могло бы не быть, если бы человек понимал, как это работает. Как это работает, мы с вами сегодня также рассмотрим. Ну и еще одна категория, когда человек, он уже в какой-то мере с эзотерикой живет. У него раскрылись способности, а он не знает, что с этим делать, да, как правильно применять. Или он испытывает какие-то там состояния особенные, или к нему там в гости приходят там родственники, люди, сны какие-то, с которыми не может разобраться. Вопросов много, да, вот таких ситуаций, которые нельзя объяснить с точки зрения материализма. Они с многими происходят, да. Таких вопросов очень много. То есть в основном те люди, которым данная тема интересна, да, и кто ищет ответы осознанно, это вот данная категория людей. Хотя это могут быть и другие какие-то мотивы. Пожалуйста, если вы вот относите себя к этим, какой-либо из этих категорий, да, вам это подходит, вам это интересно, поставьте плюсик. А еще лучше, конечно, если вы укажете, а ваши мотивы каковы, один или несколько. Пожалуйста, поставьте свой ответ. Да, спасибо, спасибо. Ну, несколько слов, надеюсь, тоже будет интересно. Мой путь в эзотерику, ну, такой не совсем путь, а несколько заметок. Э, Если проанализировать свою судьбу, это для большинства людей, то вы обнаружите, что очень мало моментов, которые на самом деле вас уводят в стороны. В большинстве случаев судьба человека четко ведет, да, спасибо всем, кто отвечает, судьба достаточно четко ведет человека туда, куда ему нужно идти. Ну, в моем случае там, я переходил на второй курс, да, э, и это было не летом, да, люди приходят, сдают документы, да, а вот там, в середине учебы. Хотел сначала да, восстановиться в университет Каразина, и ситуация такая, я захожу в университет, вот никогда в жизни до, никогда в жизни после я не видел швейцара в полной форме, который мне перекрыл проход, говорит, не пущу, нельзя. Да, вот. Обычно вход свободный, выход свободный, да, но вот в данном случае, чтобы подкорректировать мою судьбу, почему-то появился швейцар в полном обмундировании. Да, и у меня был второй вариант, куда есть смысл подавать документы, это Институт радиоэлектроники. Там меня ждали. Документы у меня принимал мой будущий инструктор по йоге, да, Голубай Станислав Константинович. И затем он был некоторое время ректором Академии йоги. Да, я работал вместе с ним. То есть туда, куда судьба должна была привести, туда она и привела. Потребность в этих ответах, да, как устроен мир, душа, какие законы, она была всегда. И, как и большинство людей, я начинал с марксизма-ленинизма, это был убежденным материалистом. Но если вы хотите понять, как устроен этот мир, да, и какие законы им правят, то в конечном итоге вы все равно к этим ответам придете. Да, вот мой путь, он тоже был таким не быстрым, да, несколько лет занятия
да, в школе йоги, в академии йоги, потом уже самостоятельно получал информацию из тонкого мира, и потребовалось еще не один год, чтобы и понять, что происходит, почему, принять свою судьбу и принять, собственно, то, как устроен духовный мир. У каждого будет свой путь. Если говорить о тех людях, которые проходят обучение по нашим программам, конечно, их путь, он гораздо быстрее, да, потому что я искал ответы по книгам, но затем по занятиям, где в чистом виде тоже ответов не хватало. А когда человек получает ответы в чистом виде и имеет возможность их проверить на себе, все это происходит гораздо легче и быстрее. Итак, что вы получите на сегодняшнем вебинаре? Да, вот то, что мы обозначили. Первое, что такое эзотерика? Да, я уже говорил, многие люди просто пересказывают то, что они прочитали, то, что они услышали, но они не понимают сути. Вот еще один пример могу привести. Ну, кому интересна данная сфера, надеюсь, вы с удовольствием прочитаете, называется DAO-лидером. Да? То есть это DAO. И когда перевод делает человек, который 20 лет практикует DAO, да, ведет занятия, понимает, о чем речь, ну, читать одно удовольствие, читать, размышлять, применять – это одна из любимых книг. Но есть множество других переводов, которые читать невозможно. Просто не связанный набор слов. То есть это просто переводчик, а каждое слово имеет несколько смыслов. Невозможно понять, что хотел сказать человек, да, если это делает не профессионал, а просто как бы обычный переводчик. Мы с вами узнаем, что такое эзотерика. Второе, мы узнаем, каковы ее основные возможности. И здесь есть смысл сказать, что ну, порядка трети всех жизненных вопросов, да, жизненных ситуаций без эзотерики в принципе нерешаемы. Да, то есть большинство людей, то они идут в колее, не задумываясь. Им страшно что-то сделать, выйти за пределы, да, вот этих возможностей, да, за пределы привычного. Да, поэтому что удерживает человека? Или там какие-то, ну, неважно, вот воздействие в тонком мире, да, если кто-то какое-то воздействие выставляет. Мы подробнее рассмотрим чуть позже, но без эзотерики это невозможно понять. Да, это нужно увидеть, да, что за воздействие, понять их природу, кто, почему, да, это делает. Без эзотерики это в принципе невозможно. Или там какие-то неразрешаемые ситуации, неизлечимые болезни. Во многих случаях все это разрешаемо, если человек обладает соответствующими знаниями. Но как и везде. Если ты не обучен управлять самолетом, ты не можешь им управлять. Если обучен, ну какие проблемы, с удовольствием. Итак, мы рассмотрим, что такое эзотерика, каковы ее основные возможности для нашей души, для нашего тела, для нашей судьбы, ну и для этого мира в том числе. Следующее принципиально важное. То есть эзотерика фактически это что? Есть мир, который мы видим, материальный, вот есть все остальное невидимое, да, духовный мир. Вот эзотерика изучает духовный мир, да, множество в нем всевозможных там, неважно, техник, знаний, да, но ключевой момент, да, следующий. А вот что нужно, чтобы всем можно было воспользоваться? Изменять свою судьбу к лучшему, да, там, свой внутренний мир освобождать от проблем, от боли, раскрывать в нем, да, там, энергию, силу, радость, чувства. Вот для этого, по большому счету, существует один главный инструмент. Да, это духовное целительство. Да, фактически то, что мы сегодня будем рассматривать, и в целом, что делает наша школа, это мало кто делает и в странах СНГ, и в мире. Там в СНГ, ну, может быть, менее десятка школ и направлений, скажем, достаточно профессионально в этой сфере работают. Мы рассмотрим, что такое духовное целительство, почему это главный инструмент, и рассмотрим, что нужно, чтобы вот этот большой навык, как управлять самолетом, да, там очень много элементов нужно. Вот что нужно, чтобы этот навык можно было бы собрать и им дальше эффективно пользоваться. Итак, мы с вами... Так. э, Итак, мы с вами рассмотрели, что мы получим на вебинаре. В конце
Я надеюсь, всех это радует. У нас будут подарки, по крайней мере, 2 основных. Первый, э, я надеюсь, что, скажем, если вы достаточно умный, да, и целостный человек, вы ищете не отдельные детали, а понимание, вот картинку в целом, как это выглядит. Да? Поэтому первый подарок те, кто хочет видеть полную картину. Да? В данном случае это небольшая книга, да, брошюра PDF. Ее задача именно вот это целое отобразить. Называется она «Основные законы достижения успеха и счастья». Да? И второе название «Стандарты развития личности и судьбы». То есть фактически там достаточно много мы проводили исследований, да, чтобы все, что существует, систематизировать и собрать в единое целое. Вот есть люди обычные, да, есть люди, которые с большой скоростью двигаются вверх. Да, вот для того, чтобы они могли двигаться вверх, вот они реализуют в своей жизни определенные принципы, да, определенные знания. Да, фактически вот все, что нужно для успеха, для счастья, мы распределили на 3 большие категории. Первая из них — это стандарты развития. Что нужно делать, чтобы эффективно изменяться, да, чтобы росла сила, энергия, уверенность в себе. Подавляющее большинство успешных людей, они, если не на 100%, то во многом, да, все это в своей жизни реализуют, да. Поэтому стандарты развития и успешных, и тех, кто идет по пути духовного совершенствования. Да, стандарты развития — это что делать, что поддерживать себя в форме, и чтобы сила, да, росла, и духовные изменения, чтобы росли с максимальной скоростью. Стандарты личности, то есть какими качествами должен обладать человек, качествами, знаниями, опытом, навыками, скажем, управлять внутренним миром, да, убеждения, какие у него должны быть, чтобы он был способен к успеху и счастью, да, потому что большинство людей страдают и ничего не делают, чтобы с этим попрощаться. И стандарты судьбы, да, то есть какими должны быть цели, да, к чему нужно стремиться, чтобы это давало наилучший результат. Поэтому, надеюсь, всем это будет очень важно и интересно, в том числе для самостоятельной работы. Да. Вот что нужно делать с собой и со своей жизнью, чтобы, ну, это была песня, да, чтобы это давало максимум и пользы, и наслаждения. И второй подарок для тех, кто примет решение подключиться к нашим занятиям. Это в течение некоторого периода, да, после вебинара. Спасибо за комментарии. После вебинара будут действовать такие специальные предложения для участников, для тех, кто захочет подключиться вот в определенное время после вебинара. Итак, давайте немного познакомимся. Я представлюсь. Меня зовут Мение Михаил Юрьевич. Я основатель, руководитель авторского научно-учебного центра. В данной сфере ну, лично я работаю с 93 года. Надеюсь, все понимают, что это немаловажно. Да? То есть какова практика, каков опыт, какой результат. До этого я обучался в том числе в аспирантуре в сфере искусственный интеллект, да, то есть на уровне программ, как работает наше сознание. Обучался, преподавал в Академии йоги и был проректором, я в 2 словах об этом говорил. Ну а с 93 года уже создание авторского направления. Что самое важное можно сказать с точки зрения, каковы достижения, какова экспертность, да, в этой сфере. Ну, кто знакомился с эзотерикой, надеюсь, вы понимаете, что эта тема, эта сфера одна из самых сложных, которая есть в мире. Здесь нельзя, как правило, что-либо измерить прибором, да, потому что это тонкий мир, это можно видеть только с помощью способностей и ощущать, да, с помощью чувств, да, с помощью вот, определенных способностей, не физических, да, более тонких. Сложная для исследований сфера, неоднозначная сфера. Мало кто целенаправленно проводит собственные исследования в этой сфере. В основном люди, они, скажем,
являются последователями какого-либо направления. В данном случае наше такое, в общем, большое преимущество, или, по крайней мере, особенность, что эту сферу мы изучаем именно с точки зрения ее развития, и очень много нам удалось сделать. Да, то есть порядка 2/3 всей информации, которая будет звучать на наших занятиях, частично, конечно, в малой степени, да, мы только знакомимся сегодня, в том числе на вебинаре будет звучать, но примерно 2/3 информации — это то, что вы не прочитаете где-либо еще. Да, это наше исследование. То есть мы и расшифровываем те тексты, которые были, ну, предположим, кто читал там Йога-сутра Патанджали, другие, скажем, концентрация на силе слона дает соответствующую силу. Ну, непонятно большинству людей, о чем идет речь. Это не слон, который бегает где-нибудь под джунглям, а это одна из систем нашего сознания, да, она заложена в такой-то чакре, и если вы концентрируетесь на ней, дальше нужно понимать, что с ней нужно делать, то эта система распаковывается и позволяет увеличить в том числе физическую силу человека. Да, поэтому йоги, они такие вроде бы худые, но многие из них очень сильные. Но если действительно человек практикует не просто там асаны, да, а он работает с энергией, да, работает с тонким миром. Поэтому мы систематизируем то, что уже есть, да, многое есть, конечно, и развиваем дальше. Но, предположим, кто знакомился, опять же, с эзотерикой, нигде вы не найдете описания, как устроена чакра внутри с подробностями. Да, у нас и эти вопросы, многие другие тщательно прописаны. Это дает дополнительные возможности, да, что можно делать с собой и как сделать, чтобы отдача от развития была на порядок более эффективной. Да, более 15 книг и брошюр у нас изданы, где ключевые работы представлены. Ну и еще большее число работ, они в видеозаписях, в стенограммах, в аудиозаписях, да, то есть в виде наших занятий, ну, большая часть информации представлена. Значит, первое, да, это книги. Второе, что создано за это время, с 93 года, это наши учебные программы. Это два взаимосвязанных направления, все касаются человека. Это личностный рост, да, фактически те же самые законы и ценности, но без учета тонкого мира. И, собственно, эзотерика в чистом виде, когда мы с подробностями рассматриваем, если душа, то как она устроена, как она работает, что с ней можно делать. То же самое тонкий мир, да, чтобы было понятно, что, что как устроено и каковы возможности, да, как, чтобы это приносило максимальную пользу человеку. В данном случае все программы долговременные, да, вот личностный рост, стандартный коучинг, да, это один блок, и по эзотерике второй. Это долговременные, это принципиальный подход в том числе, почему я говорил. Да, эти и другие программы на уровне, по большому счету, второго высшего образования. Почему я тоже говорил? Если вам нужен инструмент, вот, который работает и приносит пользу, неважно, автомобиль, да, то отдельно взятая запчасть, там, книгу прочитали, тренинг посетили, ну, купили гаечку, стекло там, зеркальце заднего вида или еще что-то, это не позволит понять, что такое эзотерика, и воспользоваться ее возможностями. Да? Поэтому, чтобы это было нечто завершенное и эффективное, нужен системный подход. Да? Поэтому мы изначально разрабатываем только вот такие программы, которые могут дать человеку значимый результат, а не просто что-нибудь там маленькое, скромненькое и интересненькое. Первое — книги, второе — учебные программы, третье — результаты. То есть за вот это время обучения прошли тысячи человек, и, скажем, по одной из групп, по которой мы проводили вот специально статистику, результаты каковы. В данном случае занятия по эзотерике. По освоению самой программы. Программа-то в чем состоит? Да, мы к этому еще вернемся. Научиться общаться с тонким миром, раскрыть способности и решать внутренние вопросы и жизненные ситуации. 19 из 20, да, в течение года —
эту программу осваивают на зачетном уровне. То есть они могут этим пользоваться. Это супер классный результат. Но 1 из 20 плюс-минус, сами понимаете, все люди разные. У кого-то всегда что-то получается лучше, у кого-то хуже. Второе. Рост доходов. Да, самореализация– это сфера, где и знания, и личные качества, да, и трудолюбие человека, все проявляется в концентрированном виде. В среднем примерно на 20% за период обучения люди увеличивают свои доходы. Да, почему? Потому что в целом программа, она устраняет проблемы, да, негативные программы, внутренние программы, и формирует силу, да, позитив, убеждение, веру в себя. И по мере того, как человек изменяется, да, он увеличивает свои достижения в различных сферах. Поэтому по доходам хорошо, очень хорошо. По взаимоотношениям, ну, здесь тоже, ну, очень классный результат. Если взять статистику разводов, да, она, к сожалению, очень печальна в современном мире. В данном случае мы говорим не те, кто год обучается, а те, кто прошел обучение и постоянно практикует эти знания. У нас вот по одной из групп, да, за 10 лет из 20 пар, это именно пара, которые вот среди слушателей, был фактически только один развод. Опять же, благодаря тому, что люди понимают, да, вот как правильно выстраивать взаимоотношения, как да, выходить из конфликтных ситуаций, да, как ценить сами чувства, как законы работают. Шикарные результаты. Ну и, собственно, все остальное. Там, человек меняется, энергии больше, проблем меньше, да, света внутри больше и так далее. То есть изменения по качеству, по качествам, по управлению собой, фактически на это направлены наши программы обучения. Да, поэтому мы получаем соответствующие результаты. Как это работает, чуть ниже. По признанию, в этой сфере его получить непросто на просторах СНГ, но тем не менее, да, 3 диссертации были защищены по результатам работы, да, в сфере психология, философия, да, PhD, ну и гранд PhD. В нескольких университетах это статус профессор, академик ряда российских, европейских, украинских академий, заслуженный деятель науки в том числе. Множество различных наград, но самые, наверное, ценные– это благословение, благодарность Папы Римского Бенедикта XVI за работу в данной сфере, за развитие духовной ценностей. Дальше знак ордена Святого Александра Невского первой степени за труды Отечества. Это высшая общественная награда России. Да, и, по крайней мере, несколько лет назад это была единственная в Украине. Сейчас, наверное, она еще более единственная. И в том числе дважды номинировался на Нобелевскую премию мира. Рекомендации давали, ну, кто знает, как эти процедуры происходят, да, это по рекомендации таких известных людей, рекомендации на уровне руководителей академий. Ну, я надеюсь, что этого более чем достаточно. Фотография слева– это как раз Александра Невского, да, когда вручали. Эта книга, по-моему, это была «Почет о России», да, в общем, в храме Христа Спасителя это происходит. Вверху это одни из наших мероприятий, но это не коротенький, не годовой курс, это те, кто дольше обучается, это по программам личностного роста. Ну, это один из наших курсов. Ну, опять же, наша резиденция на ее ступеньках, вверху мероприятия, путешествия, ну, в первом приближении, ну, как там происходит у нас жизнь. Может быть, еще пару слов по эзотерике. Да, мой путь. Школа йоги, да, до того, как мы начали создавать наш центр, с 88 года обучался, преподавал, был проректором, я говорил, чтобы создать что-то новое. Надеюсь, в какой-то мере все знакомы, что там происходит с учеными. Да, то есть изучал все, что можно изучить в этой сфере.
Понятно, что много вопросов остаются без ответов. Кто книги читал, огромное число вопросов в этой сфере остаются без ответа. И когда уже пора было прощаться с Академией йоги, и был поиск ответов, куда идти дальше, ну, примерно год, плюс-минус был такой вот период, когда сознание формулирует вопрос, да, когда принято, понятно, куда уже было дальше идти, да, по своей судьбе. И да, в сознании в ответ возникают такие яркие картины с ощущением, пониманием, как все это работает. Да? Как там у Архимеда или у других людей, там, таблица Менделеева, да, приходит ответ. И в течение года на многие вопросы, которые перед собой были поставлены, почти непрерывно дошла информация, вот, как оно устроено, как оно должно быть, а что нужно сделать в своей жизни. Ну, дальше техники работы с информацией осваивались, и фактически вот получение новой информации – это работа каждый день. Да. И есть программа, что должно быть сделано, и есть работа по получению всех необходимых ответов. Все ключевые положения нашего направления представлены в книге «Законы Творца». Фактически вот все дальше, что мы развивали, да, написано здесь. Все остальное – это развитие, развитие, развитие. На данный момент у нас работает такой коллектив специалистов в том числе. Да, это люди, которые практикуют все эти знания, помогают людям, да, в духовном целительстве и в том числе помогают мне в исследованиях. Часть из них, так ну, если без скромности, одни из лучших специалистов вообще в сфере духовного целительства. Ну, я надеюсь, что более чем достаточно для знакомства. Итак, мы едем дальше. Ну, не буду спрашивать, доверяете ли вы экспертности, да, моей и нашего направления. Надеюсь, что да. Но сейчас лучше, пожалуйста, ответьте на другой вопрос. Я думаю, что, ну, если вы желаете себе блага, да, большинство людей желают себе блага, обязательно есть сферы, где вы стараетесь что-то сделать, но и вы вроде бы делаете все, что знаете, все, что умеете, но решения нет. Да, что-то с мертвой точки не сдвигается. Пожалуйста, если у вас есть в жизни вопросы, которые не решаются традиционными методами, да, когда вы вот сделали все, что могли, да, спросили у всех рекомендаций, у кого можно было спросить, но все равно не получается. Да? И если у вас такие вопросы, которые известными методами решить не удается. Если да, поставьте, пожалуйста, плюсики. Если нет, вы мастер, да, вот в плане искусства жизни на Земле, все получается легко, ну, вам тогда нужно открывать свою школу направления, ну, тогда поставьте все. Все супер, да? Хорошо, спасибо. Итак, познакомились. Э, Основная часть, да, эзотерика и ее возможности. Спасибо, все, кто отвечает. Эзотерика, ее возможности. Первый самый важный вопрос. Нам нужно понять, что такое суть. Да, сам по себе эзотерика, она изучает вот не то, что мы видим, да, мир физический, а она изучает то, что обычный человек не видит, да, мир тонкий. Конечно, сегодняшний вебинар в большей степени подходит тем людям, которые, в принципе, с этим согласны, да, что есть душа, есть тонкий мир, да, есть Бог, высшие силы, и вам хочется это понять. Да, в большей степени, конечно, вебинар предназначен для этих людей. Если сильны материалистические убеждения, человек это все это возмущает, ну, ему тяжело, конечно, будет и в вебинаре участвовать, и пытаться в этом направлении двигаться. Итак, все, что невидимое, да, как устроена энергия, человек, там, эгрегоры, существа, законы, силы, там, добро, зло, будущее, прошлое, там, последующее воплощение, рай, ад и все остальное прочее, все, что вы слышали, это круг интереса в эзотерике. Но в чем, собственно, суть? Да, вот, э, стоит ли изучать эзотерику? Да? Самое важное, что здесь?
Суть это что? Первое. Установить связь человека с тонким миром, человека со своей душой. Да? То есть если вы принимаете основы эзотерики, там, конечно, подробностей очень много, да, и не быстро все это осваивается, но, по крайней мере, если вы принимаете хотя бы основы духовности, да, вы душа, есть тонкий мир. Это означает практически, что э, кто-то принял решение, в каком теле, у каких родителей вам воплощаться. Кто-то примет решение, когда вам пора собирать чемоданы и переходить в мир иной. Да? Кто-то каким-то образом принимает решение дарить чувства или забирать, попадать человеку в аварию или не попадать. Да? Будут ли ему покровительствовать боги или наоборот. Да? То есть если вы принимаете, что есть силы, которые отвечают за вас, за вашу судьбу и принимают решение, что заслуживает человек, да, то вам это как бы ценно. Да. Самое важное – это установить связь с теми силами, которые принимают решения относительно вас и вашей судьбы. Для чего? Да, для того, чтобы понимать, в силу каких причин возникают проблемы и что нужно делать, чтобы возможности раскрывались, чтобы у человека в жизни были призы, да, чтобы он получал желаемое. Вот суть эзотерики, она, собственно, в концентрированном виде состоит именно в этом. Первое. Установить связь, ну, начиная там от элементарного маятника. Да, это не сверхспособности, но человеку там, ну, неважно, там, через 10 минут или через полчаса, да, знакомства с этой техникой, он получает возможность, ну, через несколько часов в моем случае, общаться на элементарном уровне с тонким миром, задавать вопросы, получать ответы и проверять правильность своих ответов. Там. Если, ну неважно, там, если не письмо, то квитанция в почтовом ящике. Легко проверить, спустился, проверил, квитанция есть или нет, маятник сказал правду или неправду, ну или что-либо другое. Да? Поэтому лучше, конечно, когда работает видение. Да, вы напрямую можете воспринимать там, существа, энергии, общаться с ними. Да? И опять же, не со всеми. Там, ну, можно, конечно, с деревом пообщаться или с собачкой, но толку от этого не очень много, хотя тоже интересно. А с теми, кто принимает решения относительно вас и вашей судьбы. Да? Поэтому самое важное – раскрытие способностей, получение возможности общаться с тонким миром и со своей душой. Для чего? Для того, чтобы второе, все возможности, которые есть в сфере эзотерики, чтобы можно было бы их практически использовать. Вот самая важная основа эзотерики – выход на общение с тонким миром, получение информации, да, из-за чего проблемы и каковы возможности, как их достигать. И так, чтобы вот на основе этой информации можно было бы принимать решения, действовать и получать те плоды, которые нужны человеку. Да? Во многих случаях что за плоды? Такое вот слово, которое может кто-то в восторге, кого-то сильно напрягает. Все основные. Все основные. Душа, да, это сфера эзотерики, что в ней. Конечно, что-то можно нарабатывать и не общаясь с тонким миром, там этику, танцы, да. Конечно, это тоже возможно. Но есть те вопросы, которые не получится, да, без общения с тонким миром. Поэтому суть, самое важное, здесь еще изображен человечек, да, что он делает. Он обращается к Богу, к тонкому миру, там, к людям, да, там, в медитации или в том или ином ритуале. В принципе, с природой можно общаться, да, обмениваться с ней энергией. Вот суть – это выйти на взаимодействие с окружающим миром на уровне информации, да, на уровне энергии, для того, чтобы это приносило пользу душе и судьбе. Но если у человека есть там более высокие мотивы, то чтобы благодаря вот этому он мог бы и влиять позитивно на окружающий мир, не только лично для себя, да, для того, чтобы этот мир становился лучше. Основные возможности. Вот все, что есть для человека, это две большие категории. Да, пожалуйста, поставьте, наверное, не плюсик, единичку. Да, вот кому вы так думаете, вот кому интересно, да, эту возможность получить. Вы понимаете, что вот
Часть людей боится, но часть людей вот очень хотелось бы пообщаться с теми, да, судьями кармы, кто принимает решения относительно вашей судьбы. Вот кому это важно, интересно, поставьте, пожалуйста, единичку. Кому страшно, аж жуть, ну, поставьте что-нибудь там, 10 минусов. Так, значит, все возможности, которые есть, их можно разделить на две большие категории. Да, спасибо за активную реакцию. Две большие категории. Одно это внутренний мир, второе это наша судьба. Да, внутренний мир, опять же, э, что можно делать с помощью эзотерических знаний? Э, Да, конечно, можно заниматься спортом без эзотерики, но с эзотерикой это будет эффективнее, потому что не просто мышца, но и управление энергией. Да, кто, может быть, знакомился, есть такое направление жесткий цигун. Один из подходов. Ни одной точки на теле не должно быть слабой. Горло, значит, нужно, чтобы копье не могло пробить горло. Там еще какие-нибудь уязвимые места, там печень, почки, там другие. Вот тренировка идет таким образом, что можно хоть дубиной бить, да, бревном тяжелым бить, и человек не испытывает боли, и с ним ничего плохого не происходит. Да, за счет чего? За счет управления энергией. Все самые уязвимые точки по всему телу должны стать неуязвимыми. Да, это вот, да, уровень мастера. Причем, как утверждают наставники, можно достичь вот этого навыка за 200 дней тренировок. Значит, внутренний мир. По крайней мере, вот все, но все, что касается внутреннего мира, можно распределить на две большие категории. Одно – это убрать проблему, неважно, страх, боль, болезнь, там еще что-либо. Да, вот огромный список, ну, может, чуть позже пройдем подробнее. Но все, что касается нашего внутреннего мира, да, все неприятности, которые там могут быть, чтобы их можно было убрать. Это одно направление. Второе направление это наш потенциал. Ну, там наши качества, там вера, индивидуальность, чувства, таланты, способности, там огромный список всего. Если перечислять все, что заложено во внутреннем мире, все, что касается там возможностей судьбы человека, просто перечислять термины, вебинара не хватит. Поэтому все, что касается внутреннего мира, проблема. Мы рассмотрим позже, чуть-чуть ниже, как это решается. И все, что касается ну, призов, качества, способности, таланты. Да. Это все можно и нужно делать, да, благодаря эзотерике. Да, потому что с точки зрения там, высших сил, если вы это принимаете, надеюсь, принимаете, для чего человек рождается на Земле? Ну, по крайней мере, там, программа номер один для того, чтобы раскрыть свой потенциал. И если человек эту работу не выполняет, не становится сильнее, умнее, лучше, ну, он свои задачи как бы на Земле не решает. У большинства людей с точки зрения кармы там один основной мотив, почему их оставляют жить – обеспечить детей. Других мотивов нет. Если человек не творит добро, да, не изменяет себя к лучшему, то основной мотив для кармы, зачем оставлять человека на земле, ну, хоть дети, может быть, будут лучше. Да, потому что свое предназначение человек не реализует. А предназначение номер один – это раскрытие потенциала, да, заложено в каждом человеке. Ну, рисунки, в основном, которые у нас будут сегодня, это из наших книг, да, из моих книг в основном, из книг и из методических там, различных пособий по нашей программе. В данном случае это одни из составляющих внутреннего мира человека. Чакры, там, потоки, канала, другие элементы. Второе направление всех возможностей – это судьба. То, что касается судьбы, ну, по крайней мере, там, три больших категории. То, что уже было, да, предыдущие воплощения, как они влияют? Ну, предположим, у кого-то страх денег, ну, у многих людей. Там, боюсь карьеры, боюсь денег. Одна из причин лежит в прошлом. Да, как, ну, там, скажем, был человек казначеем, потом присвоил себе общую кассу, пустился в бега, его бывшие сотоварищи его нашли, на кол посадили, и негативная программа работает как?
Деньги, карьера — это очень больно, да. Чтобы с этой проблемой попрощаться, что нужно сделать? Ну, принять правильное решение. Не деньги — зло, а то, что ты украл, вот это вот зло. Да, когда человек понимает, где он ошибся, да, принимает правильное решение, проблема уходит. Да, а таких проблем может быть очень много. Скажем, запреты на успех. Да, вот один из наших слушателей, там, ну, дама, не могла несколько лет устроиться на работу. Почему? Ну, пришла, в конце концов, на сеанс к духовному целителю, стали смотреть. Была ростовщиком в предыдущих жизнях. Очень много людей на нее обижены. Да, ну, почему? Ну, вела себя нехорошо, да, нечестно. И они против. Карма спрашивает, человеку нужна работа, мы как даем? Да, кто хочет сказать, что на эту тему? Ну, приходят все заинтересованные лица, говорят, мы против. Этому человеку нельзя давать деньги в руки, нельзя давать возможности. Да? Когда дама извлекает из этого уроки, да, приносит свои извинения, да, то в течение нескольких дней уже там, сияющими глазами наконец-то нашла работу. Да, собственно, прошлое так и работает. Вы совершали определенные действия, да, это ваши кармические заслуги или кармические проблемы. Заслуги дают новые возможности, а проблемы блокируют возможности. Да? Поэтому предыдущее воплощение их нужно анализировать с точки зрения убрать их влияние негативное и где были хорошие достижения, на это что же нужно опереться. Да? Потому что многие люди, вот скажем, поднялся вверх, затем совершил проступок, упал. И они помнят последнее, что они упали. Они не помнят вот то, где они поднимались. Да, их потенциал в этом плане оказывается неиспользованным. Да, это можно и нужно вспомнить и реализовать. То есть есть предыдущее воплощение, большой список возможностей, да, здесь вопросов. Ну, в данном случае как бы одно из направлений роста. Да. Уровень первый — работать руками, уровень второй — там, менеджер, да, купец, бизнес, специалист. Третье — это человек, который уже управляет внутренним миром, да, это воин, это бесстрашие, человек, который победил свой страх. Он управляет, а не проблемы им. Ну и четвертый там уже мудрецы, жрецы, брахманы и так далее. Вот чисто для примера. А, Второе направление по возможностям — это данное воплощение, да, и понять, почему эта страна, эти родители, почему эти ситуации, принять свою судьбу, понять свои кармические задачи, что, ну, боги от человека хотят, ну и дальше можно их реализовывать. Да. Пока человек не принимает свою судьбу, его действия неэффективны. За отклонение в сторону, и у него кармические неприятности, а если он свои цели не принимает, вот где для него будет поддержка, да, то, собственно, что бы он ни делал, будет не очень хорошо. И следующее направление — это будущее. Будущее — это от сегодняшнего дня и данная жизнь, да, каким целям мы идем. И будущее — это последующее воплощение. Да, вот эзотерика позволяет заглянуть и на много воплощений вперед и понять, а вот что нужно делать здесь и сейчас, чтобы из жизни в жизнь человек поднимался выше, 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 да, чтобы он не падал там в воды, да, потому что, ну, никто не хочет, как правило, да, осознанно падать вниз, но приходится в силу своих там ошибок, там, заблуждений, лени. Да. Поэтому по судьбе фактически прошлое, настоящее, будущее — это то, с чем работает эзотерика, с чем работаем в том числе и мы. Я надеюсь, что вы желаете блага, да, своей судьбе, своей душе. Все, кто хотел бы, ну, если так совсем замахнуться на большие результаты, все проблемы убрать, все призы, все возможности понять и по максимуму их реализовать, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если кому-то нужно чуть-чуть, ну, поставите там, напишите чуть-чуть. В общем, кому нужно много, поставьте плюс, кому немного, ну, что-нибудь другое. Да, спасибо. Да, а 2 плюсика еще лучше. Кому-то чуть-чуть. Ну, тоже дело. Даже если человек хотя бы немного изменяет себя к лучшему, это гораздо лучше, чем он падает вниз, да, или остается без изменений. Спасибо.
Итак, мы с вами рассмотрели, что такое эзотерика и ее возможности. Следующий вопрос – духовное целительство. Да? Что это такое, почему? Мы с вами вначале сказали, это основной инструмент. Почему духовное целительство – основной инструмент? Вот смотрите, как все работает. Что бы вы не захотели, ну, предположим, получить чувство, сделать карьеру, там, раскрыть там третий глаз, вот что бы вы не захотели, ну, значимое. Да, не просто там водички выпить, подошел, там краник открыл. Нет, вот что-то такое значимое. Вот с точки зрения существующих в этом мире законов, вам, по крайней мере, нужно выполнить два условия. Первое – убрать все, что мешает. И второе – понять, что нужно, чтобы высшие силы сказали: да, ты получаешь право, пожалуйста, иди. Мы тебе мешать не будем, мы тебе будем помогать. Да? Вот решение этих задач и предполагает духовное целительство. Ну, предположим, как это выглядит. Да? Как это выглядит? Предположим, приходит человек, говорит, сердце болит, там, поскандалил, там, неважно, там, с супругой поскандалил, еще с кем-либо, и не знает, что делать. Да? Что такое духовное целительство и как оно работает? То есть целитель – это человек, духовный целитель, не просто там гомеопат или кто-либо еще, да, который там, с материальным миром работает, да, с энергией, с информацией, духовный целитель. Он смотрит, да, э, на того, кто пришел, и его задача увидеть картинку в тонком мире. Да, вот если у людей чувства, у них от сердца к сердцу идет светлый поток. Или этот поток заблокирован, там могут быть проблемы, там сущности, могут вмешиваться там различные не заинтересованные в счастье люди, силы. Да, если как бы чувства сильные, да, вот есть ответственность друг перед другом, там за спиной у человека становится фантом, да, второй половинки, он защищает, помогает, усиливает. То есть человек что? Он изучает картинку. Ну, любая задача может быть, но первое нужно понять. Вот есть проблема, боль, да, взаимоотношения, чувства. Как выглядит картинка в тонком мире? Да, есть понимание, как она должна выглядеть в идеале. Есть понимание, что здесь сейчас не так. Скажем, фантом сбежал, ну все, неинтересно или обидно. В общем, сбежал. Плохо, да? Или там кто-то вмешивается, или там какие-то законы нарушены, или был обман, или была там негативная эмоциональная реакция. То есть человек смотрит, первое, что происходит, второе, он изучает, да, в чем причина вот этих проблем. Да. В конечном итоге с проблемами нужно, чтобы человек мог попрощаться. Да. То есть духовное целительство фактически, что бы мы ни хотели, нам нужно убрать преграды и выполнить условия для покровительства свыше. Да? В данном случае рисуночек, он говорит, что делает человек. Да? Конечный результат. Все, что угнетает, да, ну, скажем, клиента, да, клиента, человека, все, что угнетает, оно все убегает. Да? То есть духовный целитель в роли проводника провел все необходимые процедуры, результат давайте из сердца, из головы, там, везде, где есть негативное воздействие, все лишнее, пожалуйста, уходим, уходим, уходим. То есть фактически для того, чтобы мы могли получить любые возможности, нам нужно все, что мешает, убрать, и условия для получения призов выполнить. Да? Поэтому это инструмент номер один, главный инструмент для использования абсолютно всех возможностей, но ключевых, да, самых важных. Да, это изменить, да, свой внутренний мир, изменить свою судьбу. Вот это инструмент для получения, для использования всех основных возможностей. Работает он каким образом? Связываемся с тонким миром, получаем информацию, да, где были ошибки, с чем прощаться, как правильно, что нужно делать человеку, получаем эту информацию, дальше на основе нее действуем. То есть духовное целительство, все, что мы с вами рассмотрели, да, это инструмент номер один. Вот как все это реализовать на практике. Сама процедура, в двух словах мы ее начали рассматривать, в данном случае, что это э, чакра внутри, да, не буду комментировать, что здесь чакра, из нее там пошла энергия, информация, раскрываются какие-то системы, это может быть третий глаз, там чувство, что угодно, неважно.
внутри чакры управления, ну и дальше соответствующие процессы. Если чакра вот в порядке, она горит, там энергия, да, скажем, в центре груди, э, когда вы влюбляетесь, море энергии, мир прекрасный, крылья за спиной, если она работает. У большинства людей чакра обесточенная, много претензий к себе, к этому миру, энергия постоянно вытекает. Человек свои чакры не чувствует, вообще не чувствует. Он чувствует боль, хорошо, плохо. Спасибо за комментарии. Да? А задача, чтобы каждая чакра, как атомный реактор, кипела, да? Море энергии там, по всему телу, чтобы энергия бежала. Ну, сама процедура, как работает духовное целительство, да, приходит человек, говорит, или вы по себе смотрите, так, есть проблемка или есть цель. Увидеть, в каком состоянии что находится, раз. Второе, понять, где произошли нарушения, да, вы нарушили законы, да, относительно которых карма принимает решения. С чем нужно прощаться, какие программы должны быть вместо этого, что правильно, что тебя ждет тонкий мир, за что он будет тебя награждать, давать те или иные права и возможности. Да? То есть увидел опознавательные признаки, что не так, понял, что нужно делать с программами сознания, что на что менять. Дальше эти программы сознания, пункт третий, эти программы сознания нужно заменить, да, там, скажем, врал, все, врать не нужно, нужно говорить правду. Был неэтичным, нужно быть этичным, да. Программы нужно изменить. Когда вы изменили собственные программы, ну, предположим, вы кого-то обидели, да, вы поняли, что были неправы, но человек об этом еще не знает, да. Поэтому следующий шаг — нужно это передать в тонкий мир, чтобы знал человек, чтобы знали силы, которые в этом человеке заинтересованы, да. Поэтому всевозможные договора, процедуры, да, то есть, ну, там, неважно, судебные инстанции, да, вы совершили проступок, там, тонкий мир завел какое-то, открыл на вас какое-то дело, да, неправ, должен пострадать. Да, и дальше вот следующий шаг, когда вы изменили свои решения, вот, да, вы целительство, да, целитель, он запускает в тонком мире определенный процесс. В чем суть? Все, кто подключены вот к этой ситуации, нужно, чтобы они получили информацию, что товарищ пенял, что был неправ, приносит извинения, там, готов компенсировать, и где нужно, да, что эту ситуацию можно закрывать. И негативное воздействие, негативные ситуации можно отменять. Да? То есть увидели, поняли, запустили внутренние изменения. Да, то человек действительно пришел к покаянию. Да, путь к Богу начинается с покаяния. Да, он готов к следующему шагу. Следующий шаг — информация пошла по тонкому миру. Задача целителя, чтобы негативное воздействие можно было бы отменить, а позитивные возможности можно было бы раскрыть. Да? То есть идут вот эти всевозможные процессы, чуть ниже подробнее. И когда негативные воздействия ушли, ну, там остается, скажем, какие-то повреждения на уровне тела или на уровне тонких систем, тогда можно запускать всевозможные процедуры. Да, убирать боль, проводить восстановление, там, если это касается тела, органов, или там тонких систем, там, чувств, способностей, ну, чему это касается, да. Ну или запускать какие-то действия дальнейшие, что нам нужно, вне зависимости от того, что нужно. В любом случае, какую бы задачу мы ни решали, суть остается одна и та же. Нужно видеть показатели, да, позитивные, негативные. Нужно понимать причины. Нужно перепрограммировать свое сознание, да, с негативных программ, за что идут неприятности, наказания, перейти на позитивные программы, что нужно для, ну, хороших результатов. Дальше все урегулировать в тонком мире, и дальше уже остаются, ну, все остальные действия, да, чтобы можно было бы получить желаемый результат. Это как бы суть, да, или ключевые положения алгоритма духовного целительства. Не сам алгоритм, но ключевые положения. Значит, итак, надеюсь, все поняли. Я надеюсь, да, что э, понимание это есть, потому что, еще раз повторюсь, вот как таковое, что такое эзотерика в чистом виде, что такое духовное целительство и практика именно целительства с точки зрения работы духовной. Почему? На основе духовных законов. Не экстрасенсорика взял и убрал.
а потом сам болеешь. А именно, карма. Скажи, пожалуйста, имею ли я на это право, да? Можно ли вот это воздействие убрать? Он говорит, можно. Ну и там силы сами убрали. Ну или нельзя. Нужно выполнять какие-то еще другие условия. Да? То есть на основе духовных законов, на основе взаимодействия с кармическими силами, которые уже регулируют все вот эти вот процессы. Да, всего там по СНГ несколько школ работает, ну, в мире там несколько десятков школ. Уже там насколько эффективно рассматривать не будем, но сама суть, что это работает именно на основе законов, на основе вот этой схемы. Да, понять отклонения от законов, понять требования законов, да, и все сделать, как, да, предполагает этика тонкого мира, ну, очень малое число направлений работает. Надеюсь, это понятно. Кто понял, что да, это классно, владеть таким инструментом. И кто хотел бы, в принципе, научиться владеть вот этим инструментом, поставьте, пожалуйста, единичку. Кому этого не нужно, вы сами себе Бог, вы сами себе карма, поставьте 0. Так. Итак, м, спасибо, спасибо всем, кто отвечает. Итак, мы с вами рассмотрели, что такое целительство, духовное целительство, как оно работает. И дальше, опять же, в каком-то приближении, что нужно, да, для того, чтобы такой инструмент, спасибо за ответ, чтобы такой инструмент можно было бы освоить. Да? По крайней мере, несколько ключевых шагов. Вот здесь человечек, да, где находится чакра обозначена. Первое. Нужны знания, да, то есть чтобы в картинке были представления: душа, тонкие миры, как что устроено, чтобы можно было это все видеть, рассуждать, представлять, принимать решения. Первое. Нужны знания, нужна терминология, закономерности. Иначе человек даже думать не может. Вот в этой сфере не может думать. Получили представление. Следующий шаг какой нужно сделать? Это освоение техник развития. То есть, грубо говоря, где в сознании находятся кнопки, которые нужно нажимать, чтобы запустился процесс, там побежала энергия, начала там раскрываться та или иная система, или мы там подключились там к внешним источникам энергии, или там могли бы зажигать огонь в чакрах, да, там энергией управлять. Техники развития – это как управлять внутренним ресурсом, да, чтобы какой-то процесс был запущен. Да, там, самовнушение с максимальной скоростью, там, что-то изменять, там, выжигать негативные программы, формировать позитивные, там, что угодно. Медитация – это множество возможностей, что делать с собой. В общем, шаг второй – техники развития, то есть как управлять внутренними там, ресурсами, да, работой сознания, энергией. Да, поняли, картинки в сознании появились. Первое, что делаем, да, запускаем инструменты работы с внутренним миром, техники развития. Следующий шаг. Все, научились управлять энергией, поняли, где какие кнопки находятся. Мы применяем эти навыки для чего? Да, чтобы эзотерика заработала. Да, нужна связь с тонким миром. Это раскрытие способностей. Да, то есть мы знаем, изучаем, да, где в сознании эти способности расположены, где кнопочка, которая включает эти системы, отвечающие за способности, начинают шевелиться. Да, зашевелились, пошло раскрытие системы, рассматриваем алгоритм, как системы раскрываются, вот они раскрылись, рассматриваем, как их настраивать, там, тестировать, вызывать какие-то простые действия, все более сложные. В конечном итоге, да, если вы профессионал в какой-то сфере, вы работаете легко и быстро. Да, задаете вопрос, у вас мгновенно перед глазами возникает ответ, или вы слышите ответ. Да. Ну, нам нужны способности для того, чтобы и воспринимать мир, как там греки говорили, иди и смотри. Да, то есть, когда у вас есть способности, вам не нужно подтверждений, как оно устроено. Вы это можете проверить на собственном опыте. Да? Поэтому раскрытие способностей – это одна из основных целей в эзотерике. Да, включай и, пожалуйста, смотри, общайся. Значит, раскрытие способностей. Все видеть, слышать, ощущать. Там, путешествовать в тонком мире, если источник информации далеко. Следующий шаг – ритуалы. Это то, что мы с вами говорили.
Ну, можно сравнить это с юристами, да, можно сравнить это еще с каким-то там, с адвокатами, еще с кем-либо, да, то есть вот как в тонком мире запустить процесс, да, чтобы человек получил прощение, чтобы негативное воздействие можно было бы устранить, да. Управление собой тоже как бы очень важный такой момент. То есть если вы находитесь не в позитивном состоянии, вы постоянно теряете энергию. Если вы теряете энергию, вам может не хватить энергии, чтобы заработали способности. Потому что способности, им нужна энергия, избыток энергии. Если вы не сформировали избыток энергии, не то что или там теряете много энергии, не то что способности, там зрение садится, слух садится, память садится, одышка появляется. Почему? Не хватает энергии. Я надеюсь, все понимают, да, что все это жизненно необходимо. В конечном итоге это все составляющие для духовного целительства. Да, итак, это первые 5 шагов. Ну и последующие шаги, которые нужно пройти, да. Шаг шестой: духовные законы. То есть фактически там, почему палец порезали, почему в аварию попали. Что такое авария? Это предупреждение, да, если любая ситуация с угрозой для жизни. Это предупреждение, опять же, там закона такого-то уровня, что, дорогой, не туда ты идешь, и твоя жизнь может закончиться. Как правило, вот таких экстремальных предупреждений там раз, два и все. Да. Например, там один из наших не самых лучших слушателей, да, вот прям по писанному. Одна ситуация: тонул, не утонул, пришел на сеанс, ему говорят: "Ну что ты делаешь? Да, тебя же пока еще предупреждают". Второй раз тоже ситуация с угрозой для жизни. Ну, все рассказали, вот как оно есть. Да, как оно есть. Ты живешь напрасно. Семьи нет, друзей нет. В свободное время строишь сарай. Карма говорит, что она заберет тебя, потому что твоя жизнь абсолютно бесполезная. Человеку раз предупредили, 2 раза предупредили, он говорит, посмеялся, ну, как делают большинство, ну и все. Да, резюме кармы. Зла не творил, да, значит, мучений не заслуживает, должен умереть легко и быстро. Возле дома сбила тяжелая машина, умер на месте. Ну, вот ситуация с риском для жизни – это предупреждение. Далее обычно там на каждом курсе, большом курсе, обязательно найдется несколько человек, которые попадают в одну и ту же ситуацию. Вот они должны, кому-то карма говорит, не против, езжай в другую страну. Кому-то она говорит, ты должен жить в этой стране. И когда возникает ситуация, что вот там завтра или там через неделю ты вместе там с товарищами, скажем, с танцевальным коллективом должен уехать в другую страну, происходит ЧП, ну там ногу сломал, руку сломал или еще что-либо. И все уехали, ты остался. Да? Нужно, чтобы человек следовал своей судьбе. Вот духовные законы говорят, как достигать успеха, счастья, покровительства богов и всего хорошего. И за какие проступки, какую цену ты заплатишь, да, какие будут последствия. Вот это духовные законы. Фактически духовное целительство – это привести человека в соответствие с духовными законами. Значит, духовные законы – это основа всех принимаемых решений. Духовное целительство – то, что мы с вами рассмотрели, последовательность действий. Делай раз, два, три и получай приз. Следующий шаг, да, вот, карма, работа с судьбой. Как устроены эти силы, где хранится информация, вот как получить доступ к этой информации. Понятно, что не все этот доступ получают, да, то есть нужно знать правила, нужно быть подготовленным, нужно там, обладать этикой. То есть человек приходит с соответствующим силам, там представляется, какие у него там основания доступ к этой информации получать. И если он этот доступ получает, он может свою судьбу читать как открытую книгу. Почему? Неважно. Такой нос, такой рост, такие родители, такое время, такая страна. Какие оценки по каждому из пунктов, по качествам, по убеждениям, ну и так далее. Да, то есть человек может читать свою судьбу как открытую книгу. Книга очень большая, да, вопросов, которые нужно решать, достаточно много. Да, поэтому люди рождаются на Земле, воплощаются множество раз, пока не сдадут все зачеты. Да, поэтому что такое судьба, ее законы, как с ней работать,
Да, если мы хотим работать с судьбой, нам нужна вот эта тема. Проблемы и знаки. Что нужно? Вот способности раскрыли, да, смотрим на человека или на себя, да, или там на тонкий мир. И что мы там видим? Да, вот если вы не знаете китайский язык, вы видите, ну, вы знаете, что это иероглифы, ну и все. Вы не можете их прочитать. Да, если вы обучены, вы можете спокойно читать. Вот точно так же в тонком мире. Если вы понимаете, что означают эти символы, да, вы видите, это человек, это классно, это высокий уровень, это воин, это там правитель, да, у этого печальная судьба, в следующей жизни будет там, неважно, землеройкой, да, или пойдет на понижение, да, был в бизнесе, будет тяжелым трудом заниматься. Это все можно читать, да, если вы этой информацией владеете. Или смотрите там, скажем, внутрь своего тела. Вы не знаете, предположим, анатомию, что вы там поймете? Ну, мало что, да. Если вы знаете анатомию, вы понимаете, где отклонение. Вот чтобы читать «Тонкий мир» как открытую книгу, нужно понимать, по крайней мере, для начала ключевые там, неприятные воздействия или знаки, которые говорят нам о чем-то хорошем. Да, или вообще, как читать «Тонкий мир». Что мы там видим? Этому нужно обучиться. Ну и в конечном итоге основные возможности. Здесь как и прощаться с проблемами, там, скажем, проклятие рода. Ну что, весь род, да, семья, родители, дети в течение года исчезают, да, за грехи своих предков. Да, можно научиться решать эти вопросы. Да, вот какова ценность знаний и каковы возможности эзотерики, да, если можно ну, там, за несколько сеансов спасти жизнь нескольких человек. Огромная. Да, чем ее измерить? И как проблемы устранять, и каковы основные там, возможности по там, управлению судьбой, по постановке цели, да, или там, что для человека, да, высшие силы не против, чтобы он получил. Это все нужно знать, уметь, правильно задавать вопросы, понимать, где эту информацию находить. Это главное, что нужно для духовного целительства. Да, знания, способности и как вот вообще понимать, что происходит, находить решения, запускать изменения во внутреннем мире. Если вы подготовлены, да, знаете, как управлять собой, вы быстро эти изменения запускаете, не подготовлены, ну что, или долго, или бесполезно, да. Запускать изменения, все проводить как нужно по тонкому миру, и дальше уже заключительные процедуры. То ли восстанавливать тело, то ли да, двигаться по своей судьбе. Итак, это основные элементы. Да. Если вы понимаете, принимаете, что все эти шаги крайне важны, без них духовное целительство не работает, но просто способности не знаешь что, не знаешь законы, куда их применять. Если человек не понимает там добро и зло, его обманывают силы тонкого мира, да, или он боится там, если не понимает, как реагировать. Все это нужно знать и уметь. Кому все это важно и интересно, напишите, ну, скажем, да, да. Кто считает, для того, чтобы пользоваться возможностями тонкого мира, ну, предположим, есть одна школа, где, если огрубить, человека обучают произносить только одну священную мантру. Да, вот. Кто считает, что для использования всех возможностей эзотерики достаточно какой-то маленькой запчасти, ну, неважно, там, обливание холодной водой или там священной мантры, или купил иконку, или амулетик и поставил, или леешь себя надеждой, да, напишите, что у вас есть другой ответ. Да. Кто считает, что все это важно, без этого целительство не работает, вам это интересно, напишите «да». Да. У кого есть другие варианты, более сильные варианты в ответах, ну, напишите что-нибудь другое. Итак, мы с вами ключевые вопросы рассмотрели, да, что такое эзотерика, основа «Общайся с тонким миром», да, и для чего? Ну, понимая возможности, и вот общение с тонким миром позволит тебе их использовать. Да, основной инструмент – это духовное целительство, да, это множество элементов, собранные вместе, вот как подготовка летчика, да, и здоровье должно быть отменное, и там навигация, можешь ориентироваться и не только по приборам, но и визуально, да, визуально понимать, где ты находишься, как тебе назад вернуться, да, и там как
всевозможным оборудованием управлять, много-много-много элементов. Вот они должны собраться вместе, когда везде есть зачеты, садись, летай и наслаждайся, да. Пока какой-то элемент не работает, нельзя лететь, да, опасно. Так, мгм. Что-то не очень много у нас желающих все это освоить. Или не успели отреагировать, или сложно отреагировать. Ну, желательно понять, что в любом случае для успеха не бывает примитивных действий, да, и простых решений. Да. Как в любой сфере, результат будет зависеть от уровня подготовки. И чтобы были значимые результаты, нужно осваивать вот определенную область в достаточном объеме. Итак, у нас есть, мы с вами прошли, спасибо всем, кто отреагировал. Э, Есть несколько вариантов, как эту сферу можно освоить. Ну, собственно, какие? Первый вариант — самостоятельно по книгам. Ну, сразу скажу, что это нереально, да, потому что большинство книг написано людьми, которые не очень понимают, что это такое, да, сами не практикуют, не всегда получают необходимые результаты. Краткосрочные курсы — это примерно то, что я говорил. Вы пришли в магазин, купили отдельную запчасть, еще пришли на отдельный тренинг, еще купили отдельную запчасть. Не всегда они подходят друг другу, там колеса от КАМАЗа к Запорожцу или к Мерседесу не очень подходят, да, хотя и те могут быть классными, да. Краткосрочные курсы — это отдельные элементы, они не могут дать вот того результата, о котором мы с вами говорим. Да, кто-то кратенькие курсы ведет, но в основном как бы или не понимает, или какой-то финансовый интерес. Основные результаты — это только системная подготовка, да, когда есть четкое понимание, к какой цели мы идем, и есть четкое понимание, какие элементы для этого нужно освоить, есть четкое понимание, как из этих отдельных элементов собирать целое, да, производить сборку. Там автомобиль покупаете, важно, кто собирал, даже если те же самые запчасти. Для того, чтобы все это освоить, необходима система. Вот о этой системе дальше в двух словах мы с вами и поговорим. Итак, наши предложения, да, это наш курс, онлайн-курс «Основные духовные практики». В двух словах по программе. 2 семестра, да, 1 — основы развития, 2 — основные возможности. Фактически темы, которые здесь представлены, это те шаги, которые мы с вами рассмотрели. Да, вот данный курс, если идти там со стандартной скоростью, он занимает примерно год. Да, и примерно по 50 занятий в первом и во втором семестре. Да. Немного подробнее по каждой из тем. Э, давайте немного подробнее чуть позже. Давайте. То, что мы с вами рассмотрели. Нужно знания, нужны техники, нужны способности, да, нужно взаимодействие с тонким миром, это ритуалы, управлять собой, да, чтобы была энергия, чтобы мы были этичными, а не нервными. Законы, само духовное целительство, работа с собой как таковой, да, как читать тонкий мир, да, знаки проблемы и все остальные возможности, все остальные призы. Да, это то, что предполагает наша программа. Значит, наши основные преимущества по этой программе. Так, наши основные преимущества. Первое, то, что мы реализуем, я уже говорил, это как бы принципиальный подход. Отдельные запчасти, они, может быть, проще для освоения, проще для реализации, но они не дают желаемого результата. Скажем, некоторые бизнес-школы, там, одна из них, там, товарищ Высоцкий, ну, принцип такой же. Ну, бесполезно человеку учить чему-то одному. Нужна система. Да, или там выступает какой-нибудь там бизнес-тренер. Самого главного он не говорит. Да, принцип такой-то, принцип такой-то. Основной принцип достижения высоких результатов, он состоит в чем? Нужна система. И чтобы быть успешным, скажем, в бизнесе, все нужно. Постановка целей, планирование, как проводить совещания, там, юридические вопросы, бухгалтерские вопросы, работа с кадрами, там, ввод в должность, инструкции, оценки. Нужна система. Если у человека есть система, да, то есть все запчасти есть,
да, тогда механизм работает. Потерял запчасть, работает плохо или не работает вообще. Вот то, что мы делаем, это система, да. Основные темы мы рассмотрели, это вот всему этому мы обучаем. Второе глобальное преимущество возможности, которые дает наш курс. Фактически все, что мы говорили, да, возможности, которые есть в этой сфере, вот наши программы, они эти возможности раскрывают. Мы их обозначаем, даем инструмент, да, духовного целительства, и дальше, пожалуйста, пользуйся. Следующее. Эффективность, да, высокие результаты. В данном случае, ну, это очень высокий показатель, скажем, из группы, на которой мы записывали видео по данному курсу, из 20 человек, 19, они все прошли зачетно. То есть у них работают способности, они работают друг по другу, они могут правильно диагностировать, что там за воздействие, правильно, ну, с высокой там точностью, да, описывать программы минусовые, плюсовые, да, и получать соответствующие результаты. Да. Э, Внешне как это проявляется, мы с вами говорили в начале, по доходам, там, из курса несколько человек от наемного труда там перешли в бизнес, там, в разы свои доходы увеличивали. По взаимоотношениям, вот чем человек становится сильнее, умнее, позитивнее, тем у него все лучше становится, да, и взаимоотношения лучше в разы. Общее состояние, ну, кому будет интерес, можно будет посмотреть там записи наших слушателей, ну, они светятся. Да. Примерно 10% всех проблем уходят в течение 1 года обучения. Почему? Ну, сама программа таким образом выстроена. Мы рассматриваем законы, да, и меняем негативные программы, там, материализма, сомнения, неверия на позитивные программы. Да, поэтому порядка 10% всех проблем уходят там, в течение 1 курса обучения. Это ключевые преимущества, ну, кроме того, что мы с вами рассмотрели. И по теории, да, и потому что сколько мы работаем. Да, один из моментов я не отметил, одно из основных достижений, то, что у нас подготовлены собственные кадры, то есть наши профессиональные сотрудники, целители, духовные целители, там опыт имеют уже там больше 10-15 лет, тысячи сеансов, сотни там спасенных жизней, решение там сложнейших задач, намного. Я думаю, что кто там у нас подключится к обучению в соответствующих вебинарах, вопросы, ответы, знакомства, они это более подробно представят. Для кого? Мы с вами эти мотивы обозначили в начале. Да? Классная категория, когда душа зовет. Да? Не менее важный мотив. Да? Ну, многим очень сложно, когда информации много, не знаний, информация, она противоречит друг другу, голова разрывается, да, и нужно, конечно, приводить в порядок. Ну, небольшой пример, немножко в сторону. Не все духовные школы дают позитивный результат. Ну, скажем по-другому, далеко не все. Да? Предположим, а, там, ну, это не одна школа, а несколько, там, главное, скажем, любовь. Ну, на самом деле, не важно, что главное, вот одно что-то главное. Если бы кроме этого, кроме любви, был бы важен там ум, сила, этика, важно, самореализация, положение в обществе, оно было бы нормально. Но когда звучит программа «Главное– любовь», все остальное не важно, что происходит? Вот все остальные, каждый центр нашего сознания отвечает за свои функции. Там, анахата, там, ум, да, манипура, там, сила, ну не только сила, но сила, там, ну и так далее. Там, вишудха, творчество, да, выступление, там, интеллект, понятно, знание. Вот когда главное чувство, да, любовь, а все остальное не главное, то все остальные чакры фактически э, берутся доски, молоток, гвозди, и все остальные чакры забиваются, как вот раньше хибарки были, все ушли на фронт, никого нет дома. Вот точно так же сознание запечатывается. Это делает сам человек. Благодаря той информации, которую он получает. Все остальное это не имеет значения. Для такого человека потом нужно восстанавливать, да, потому что если он слабенький, недостаточно умный, недостаточно воспитанный, там, в принципе, для чувств места не остается. Ты не можешь
сохранить чувства, если ты не понимаешь, если у тебя нет силы защищать, да? А кто-то же за этим идет, да, и таких людей потом нужно восстанавливать. Да, поэтому, э, кому нужно систематизировать знания, увеличить отдачу от тех практик, которые он использует. Кому-то, скажем, м, один из высоких, ну, достаточно недавно там высокопоставленных сотрудников там с определенных служб, да, вот человека уволили, да, шансов на восстановление практически нет. Но если начинать работать, да, почему так происходит, что нужно делать, да, то человека там восстановили с должности, там перспективы повышения, но для этого нужно спрашивать силы, принимающие решения, за что нужно. В ряде случаев это правильное решение, нужно судьбу свою перестраивать. Да, ну, по крайней мере, понимать, вот есть ситуация, что делать. Да, устранение проблем, в том числе нерешаемых, да, ну, предположим, как это выглядит. Ну, что такое онкология? Ну, что такое онкология? Это внутри у человека сформирован огромный негативный заряд. Да? Ключевые программы. Вот человек не ценит радость. Да? Вот ничего не радует, нет смысла жить. Да? А если человек духовный, то культивирование радости – это одна из основ, одна из ценностей, да, потому что когда вот наши чакры производят светлую энергию, радость, да, человек растет. Когда в негативе он разрушается. Да, там все слышали, радость продлевает жизнь. Но фактически радость сознания создает светлую энергию. И радость – это основа всех чувств. Да, нельзя любить, если ты не умеешь радоваться. А страдать просто будешь и все. Да, поэтому нет радости, нет позитивных энергий того, что созидает. Да, отказ от борьбы, иммунитет выключить, руки сложить, ничему не сопротивляться. Не хочу бороться, не хочу напрягаться, мотивация может быть любой. Да, но там может быть еще несколько сопутствующих программ. То есть фактически негативные программы, когда они достаточно сильные, они запускают разрушительный процесс. Человек умирает. Ну, онкология – это один из выходов, да, куда эти программы ведут. Там могут быть другие болезни. Там, например, там, у мальчика лейкемия. Почему родители запрещали общаться с другими детьми? А душа, ну, страдает, ей нужно радоваться, да, ей нужно общаться. Да, они там не равны, они плохие. Ну, игрушки на тебе, а игрушка ж она ж не разговаривает. Да? Поэтому нашли решение, как вылечить человека от смертельной болезни, там лейкемия. Купите собачку, раз с детьми нельзя играть. Да, и когда есть с кем-то там баловаться, играть, разговаривать, пусть она хоть хвостом виляет, улыбается и лает, но в данном случае сняли диагноз, а решение кажется простым, да, купи собачку. Но для этого нужно видеть, что происходит, и понимать, как работают эти механизмы. Да, во многих случаях, да, вот, устранение вот этих проблем – это желание жить и извлекать из жизни радость, из своей души, из своего сознания извлекать как можно больше радости. Ну, для этого нужны как бы мастерство и правильные ответы. Устранение проблем, э, достижение каких-либо конкретных целей. Да. Часть людей там обучается карьеру сделать или личную жизнь устроить, друзей найти там, по разным причинам. Ну и в конечном итоге да, понять себя и свою судьбу. Да, зачем все это? Да, найти смысл жизни. Да, понимать, вот ради чего да, стоит там, утром вставать, дышать и куда-то вкладывать свое время, свои усилия. Итак, это основные мотивы, кому это будет полезно и интересно. М, Требования на входе, ну, в данном случае для чего они нужны? С одной стороны, чтобы получать э, позитивный результат, а с другой стороны, чтобы предотвращать неприятности. Да? Вот вы знаете, э, где тонко, там и рвется. Да? То есть, предположим, если у человека там хронические болезни, там тоненькие сосуды или еще что-либо, да, то какая-то нагрузка для него может быть ну, очень такой с печальными последствиями. Да, с печальными последствиями. Поэтому для самого человека
да, чтобы был результат и не было каких-то неприятностей, нам нужно понимание, да, вот, требования. Первое. Высшее образование или студент. Это уровень развития, уровень разума. Информация у нас достаточно концентрированная, но здесь я надеюсь, что рассказываю все понятно, хотя не факт. Хотя кому-то вот в ряде случаев сложная для восприятия информация. Человек засыпает там или еще что-то, его там как-то в стороны водит, по-разному бывает. Но в любом случае по сложности информации это для высшего образования или студента. Второе — это наработанные личные качества. Да, уровень реализации должен быть выше среднего, да, в том числе уровень его доходов должен быть выше среднего. По Гуржиеву, кто должен заниматься эзотерикой? Да, человек, который может прокормить 10 себе подобных. Но может быть не 10, но это не должны быть последние деньги на обучение. Да. То есть человек, он что-то уже наработал. Если этого нет, нужно как бы решать немного другие вопросы, предварительные вопросы. Основа эзотерики, да, человек принимает, что он душа, есть Бог, духовные законы. Его не нужно в этом убеждать, он хочет это понять. Если его нужно в этом убеждать, ему нужно что-то еще предварительно там почитать, на какие-то вопросы ответить. Отсутствие вредных привычек, да, потому что, ну, что такое вредные привычки? Себе блага не желает и очень слаб. Воля, ну, хромает. Да, такому человеку тяжело что-то будет преодолевать, потому что развитие — это изменение себя, это преодоление. Да, замена старых убеждений на новые, на позитивные, там какие-то качества, какие-то привычки. Если у человека вот такого, ну, навыка нету, не может создавать необходимых усилий, для него это будет сложно. Ну и отсутствие хронических и психических заболеваний — это как бы ваша ответственность, да, чтобы вы правду говорили. И если такие вопросы есть, лучше сначала записаться на несколько сеансов или там другим способом эти проблемы убрать, потом приступать к занятиям. Почему? Наша информация, она концентрированная, позитивная, с сильным таким влиянием. Да, поэтому, вот скажем, там скажем, всем, наверное, знакома ситуация. Вам кто-то что-то говорит, затронули болевую точку и поднимаются эмоции, с которыми сложно совладать. Они там имеют разные механизмы, там это сущности могут быть или еще что-то, боль там любая может быть. Да? Поэтому если у человека так, психика устойчивая, тело более-менее, он может эти нагрузки выдерживать. Да? Мы затрагиваем какие-то вопросы, поднимаются проблемы, их нужно преодолеть. Да, если тело в порядке, да, сознание более-менее, он это преодолеет. Мы рассказываем, как все это делать. А если у него какие-то там, неважно, сосудики, нервы там или еще что-то тонкое, нежное, то и нагрузки пройдут для него во вред. Я упрощаю, но примерно. Суть, надеюсь, понятна. Поэтому, чтобы обучаться на наших курсах, здесь у человека должны быть зачеты. Да, если как бы этих зачетов нет, но есть желание, тогда нужно проконсультироваться, что делать, прежде чем приступать к обучению. Общие рекомендации, если есть интерес и вы не соответствуете этим требованиям, вариант какой у нас? Ну, первый — личностный рост, да, это более доступно, и развитие, можно сказать, идет более плавно. Тоже с очень большой скоростью, но не так резко и быстро, как в эзотерике. Это akdfl.com — это наш сайт, да, можно познакомиться с нашими программами личностного роста. Или какие-либо другие, в данном случае, если цель эзотерика, то это будет близко. И наши программы по личностному росту фактически берем духовные законы, придаем им более такую понятную форму, да, стандартных тренингов, бизнес-тренингов, и человеку тогда проще идти. Ну и выполнить условия, все остальные, которые мы с вами говорили. Да, по выполнению условий. Там примеров тоже у нас достаточно много. Один из них, э, как-то девушка пришла к нам на презентацию. Но ситуация такова, что нет денег даже на троллейбус, да, пришлось занимать. Пришла на презентацию, послушала, э, финансовые возможности не позволяют, но через месяц пришла, нет проблем, да, вспомнила, что да, владеет английским языком, что она может вести занятия.
через год у нее там было такое выступление. У меня такое ощущение, что могу научить табуретку разговаривать. Вообще, если человек включается, он свои вопросы решает легко. Если он не включается, ну, за него никто что-то не сделает. Да? Нужна мотивированность, нужна ответственность, да, для решения, да, тех или иных вопросов. Цели курса. Что получим? Да, что получите, когда вы его проходите? Духовное целительство, начальный уровень, да, вот первый курс обучения, действительно, инструмент заработал, и много сделали, получили опыт, но чтобы стать целителем-профессионалом, это, конечно, нужно дополнительное обучение, приличный, еще больше объем информации, опыт соответствующий должен быть. Но это как бы отдельная история. Но начальный уровень, да, чтобы понимать, что как происходит, и в очень многих ситуациях помогать себе, помогать другим, да, этот человек, да, получит. Второе, то есть инструмент будет работать, да, много человек решит сам. Если он что-то не сможет решить сам, он, по крайней мере, будет понимать, что есть люди, которые эти вопросы решают. Он будет понимать, как устроены механизмы этих проблем или возможностей, и да, есть к кому обращаться. Да. Поэтому сам. Второе, понимание, что происходит, и если что-то не можешь решить сам или с коллегами, да, можно обратиться к более подготовленным людям. Ну и в том числе то, что мы с вами говорили, за год обучения, ну, для кого-то за год, для кого-то за полтора, конечно, происходит, пока человек активно работает, и происходят основные изменения и во внутреннем мире, и по судьбе. Э, ну, понятно, что если люди у нас обучаются, ну, тоже пример, надеюсь, интересный, потому что для них это ценность, это приносит пользу. Вот курс, который мы записывали, там за год у нас, если были пропуски, это вообще по пальцам можно одной руки посчитать, что со всего курса там несколько человек за все время пропустило там столько-то занятий. Да, почему? Потому что есть понимание ценности, да, есть огромная заинтересованность, но соответствующие результаты получает человек. Ну, для сравнения, это Международная академия бизнеса, да, из 30 человек курса, да, закончили за 3 года ее только 2 человека, оба были нашими слушателями, что также было очень, ну, где-то смешно, где-то приятно. Программа курса. Мы с вами рассмотрели 10 основных шагов, немного подробнее по, ну, каждому из них. Первое. Основные представления. Да, вот там, скажем, слева рисуночек, в первом приближении, что происходит с человеком, куда идет энергия, когда запускается режим самовнушения, то есть таких быстрых изменений. Да, это вот к теме техники развития. То есть первое представление. Основные представления. Так, кстати, пожалуйста, кто считает, что у вас условия выполнены, да, и вам это интересно, и условия у вас выполнены, поставьте, пожалуйста, плюс. У кого под вопросом, ну, чисто для статистики, это просьба, да, поставьте, пожалуйста, вопросительный знак, чтобы можно было понимать, в каком состоянии мы находимся. Да, спасибо, спасибо. Ну, надо же, выполнены и перевыполнены, супер. Значит, основные представления. Первое, вначале было слово. Да, спасибо всем, кто отвечает, активно, да, отвечаем. Вначале было слово. Пока человек не сформирует в сознании необходимых представлений, образов, он не может, вот вообще не может ничего сделать. Мысль сформулировать не может. Да, ему нужно понимание, термины, закономерности, картинки в сознании, связи между ними. Для чего? Для того, чтобы можно было бы рассуждать, для того, чтобы можно было бы там что-то оценивать, на основе этого принимать какие-то решения. Фактически знание – это основание для всего остального, что существует, да, в этом мире, для эзотерики в том числе. Ну, по-другому не бывает. Да, нужна система представлений. Не взагали, а конкретно там, душа, как устроена, что где находится, как работает, да, ну и так далее. Что нужно делать, чтобы что-то изменялось в нужную сторону. Без этого, если нет базовых представлений, ну, говорить не о чем. Да, не о чем вообще. Вторая тема – техники развития. Да.
где в сознании какие кнопки, как нажимать, чтобы что-то происходило. Для чего? Ну, для способности нужна энергия. Энергия нужно управлять, ее нужно увеличивать, да, для управления энергией. Для управления там, своими системами, там, системами концентрации. Да, вот мы подключаемся, ну, предположим, обычно вы не чувствуете там своего тела, но если вы, неважно, подумаете, посмотрите, сосредоточите внимание, там, кончик указательного пальца правой руки, да, вот вы на него смотрите, вы чувствуете, что там что-то происходит, да, вот автоматически подключается ваше внимание, вы отсюда получаете информацию, да, что там происходит. Ну, там кровь двигается, да, пульсирует, да, там лимфа там двигается. Но в основном это что? Пульсация крови вы ощущаете или какие-то другие процессы, если есть проблемки, да. Поэтому как управлять вниманием? В конечном итоге техники, основные из них, там, самовнушение, очень быстро менять что-то, медитация, изучать, ощущать, видеть, управлять, тонко настраивать, там, путешествие в тонком мире, да, медитация. Основные техники самовнушение, медитация, ну, там, другие, работа с энергией, как там прокачивать себя. Ну, основные из них медитация, самовнушение, прокачки, все остальное это как бы детали. Для чего? Для того, чтобы можно было бы перейти к следующим темам. Техники развития, способности раскрывать себя, там, изменять. Если человек техниками развития не владеет, все остальное, опять же, бесполезно. Можно только получать информацию, узнавать. Следующий шаг– это раскрытие способностей. Нам нужно, начиная с маятника, чтобы поверить, что оно работает, есть контакт. Да, зачем видение внутреннее перед собой, видеть ответы, астральное, видеть, что происходит в тонком мире, там, яснослышание, ясновкус. Многие целители болезнь чуют, да, вот, по качеству энергии, да, яснообоняние, да, и продукты на большом расстоянии понять, какие вкусные, какие испорченные, да, по крайней мере, базовые способности. Там, фантомы выводить, в тонком мире путешествовать– это то, что нужно. Если способности не работают, то эзотерические техники, да, возможности и нельзя использовать. Ритуалы. Ну, мы в двух словах уже по ним говорили. В первом приближении это что? Э, Ритуалы. Вот скажем, вы подходите к человеку и извиняетесь. Это тоже небольшой ритуал. Да, что происходит, когда вы подошли и извинились? Человек на вас обижался, не хотел разговаривать. Да? Вы извинились, там, ну, неважно, там, шоколадку подарили, еще что-то сделали. Фух, он вас простил, да, ушли неприятные ощущения, он готов с вами разговаривать. Да, и готов там, ну, важно, ходить в кино, проводить время. Вот что произошло вот в результате этого? Там, где были закрытые двери и был негатив, появились открытые двери и позитив, желание идти навстречу. Да, это вот маленький такой ритуал на физическом уровне. Если вот подобный ритуал в тонком мире, там ритуал принести извинения, получить прощение, да, оно по сути примерно то же самое. Но, предположим, вы не можете вызвать к себе в кабинет там, министра или президента, или главаря мафии. Не можете, да? А если это ритуал в тонком мире, ну, предположим, как вариант, как это происходит, да, вы обращаетесь к покровителям. Вот, скажем, если покровители школы, они высокие, э, к ним на прием, на разбор полетов придут все. Если не высокие, ну, придут те, кто может прийти по статусу, равный или пониже. Да? Если вот брать такой большой ритуал, м, обращаемся к покровителям, к светлым, да, к тем, которые по уровню могут это все проводить. И вызываются для проведения ритуала, там, скажем, вы должны, неважно, 100, 100 человек вы обидели. Да, вам нужно принести извинения им, там, силам или каким-либо там более высоким силам, там, страну подвели или еще что-либо, да, разное. Да, вот в присутствии высоких сил все себя ведут вежливо, сдержанно,
Да, вы делаете все, что нужно, они внимательно слушают и действуют в соответствии с законом, да, в соответствии с регламентом. Почему? Ну, потому что если они нарушат, они понимают, перед кем они будут отвечать. Перед вышестоящей силой. Да. Сам вы этого сделать не можете. Да, ну, предположим, ну, вы не можете попасть на прием там, человеку высокого уровня. Да, у него время расписано, олигарх общается с олигархами, да, и всё. Но если вы владеете вот этими возможностями, то есть ритуал — это как запустить процесс в тонком мире, чтобы ушли воздействия, проблемы, наказания, и чтобы можно было бы, м, чтобы можно было бы получить там поддержку, покровительство, возможности, да, что-нибудь позитивное. Вот ритуал — это как там адвокат, юрист приходит в ту или иную инстанцию, передает документы и дает ход делу. Да, вот он запускает процесс. Вот ритуалы запускают процессы изменений. Изменений влияния тонкого мира на человека, изменения влияния тонкого мира на судьбу. Да, если вы этим не владеете, ну мало ли что вы хотите. Вот вы у себя дома хотите, там пишете письма, бросаете их в стол, но это ж никто не читает. Если вы записали заявление там в прокуратуру или в соответствующую инстанцию и сделали это правильно, правильно оформили, там зарегистрировали, его читают, на него реагируют. Вот ритуалы имеют примерно такую суть. Правила поведения в тонком мире, чтобы запускались процессы. Да? Поэтому следующая тема, там нашли правильные ответы, да, изменили себя, дальше нужно запустить процесс. Это делают ритуалы. Да, по раскрытию способностей мы с вами говорили, без них, как без воды, в эзотерике ни туды, ни сюда. И мы рассматриваем, как способности устроены, какие кнопочки нажимаем, и всю процедуру. Системка раскрывается, наполняем энергией, восстанавливаем, да, и обучаемся ей управлять, да, начиная с каких-то простых действий, все более сложным, и вот выходим на базовые требования. Итак, это первые 4 темы. Следующее — управление собой. Ам, Так, по ритуальчику. Ну, в данном случае слайд 3.6, тема 3.6. Ну, это вот человек, ну, как пример, как влияют различные там люди, силы, да, на него. И они могут или усиливать, или, наоборот, ослаблять. Вот ритуалы позволяют все эти взаимодействия перестроить. Идеал, когда нет того, что откачивает энергию, отягощает, и есть те, кто тебя поддерживает, ну, если ты этого заслужил. А, По управлению собой. Слева слайд. Ну, это как чисто для примера. Сейчас, наверное, большинству присутствующих будет непонятно, что такое состояние воина света. Да? Фактически в иерархии света это первая ступень. Сильный, бесстрашный, дисциплинированный, мотивированный, да, без негативных реакций, да, аристократичный и так далее. И это способность управлять собой, да, то есть покой, что такое? Отсутствие негативных реакций. Нет того, что разрушает, нет того, что, где человек теряет энергию. Да, покой, отсутствие негатива, свет — это выводить работу своего сознания, своих чакр, ну, скажем, покой. Ни хорошо, ни плохо, да, нет потери энергии. Свет — это что? Радости, силы, воодушевления, доблести. Больше, 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 больше. Глаза сияют, сердце пылает, да, энергии моря. Да, вот когда у человека мощная энергия, скажем, кто знает историю, там первые апостолы, с одной проповеди там тысячи человек шли за ними. Большинство людей, они боятся рот раскрыть, они ни на кого не влияют, даже на домашних животных не влияют, на себя не влияют. Да? Они одинокие. Да? У них нет активной позиции, нет энергии, нет убежденности. Да, у человека этого есть. В данном случае основное — нет негативных реакций, есть позитив, есть понимание, что такое этика, и человек, когда взаимодействует с другими людьми, он вызывает позитивные реакции. В этом состоянии, пожалуйста, перед любыми силами можно предстать, можно общаться, да, потому что если человек неэтичный, это заканчивается для него плохо. Ну, предположим, там, по кодексу самурайскому присутствие императора за меч схватился, это заканчивается чем? Голова полетела, отдельное тело. Виновен. Да? Человек должен быть сдержан.
тем более в присутствии высоких сил. Если он неэтичен, перед ним закрываются двери, да, научишься себя хорошо вести, приходи, когда научишься. Да, поэтому для того, чтобы получать доступ к общению с силами различными, к ритуалам, для того, чтобы накапливать энергию, это условие для чувств, для способностей, просто для работоспособности, да, нужно учиться управлять собой. Да, потому что если человек собой не управляет, это слив энергии, не хватает энергии для способностей, ну, это причина конфликтов и много всего плохого, если человек собой не владеет. Следующая тема – духовные законы, основа основ, да, как принимаются все решения, за что проблема, за что награда. Да? Ну, в данном случае у нас это все расписано по полочкам и по пунктам, да, со всеми механизмами, со всеми подробностями. Дальше. Тема седьмая. Основа духовного целительства. То, что мы с вами говорили, опять же, в подробностях, да, целая тема. Мы рассматриваем все эти механизмы со всеми там деталями, да, потому что, ну, скажем, слово космонавтика это как бы простое слово, а что в него входит, ну, это технологии, да, самые высокие, которые есть. Множество подробностей. Поэтому суть мы с вами рассмотрели, но на каждом шаге множество деталей, без которых, опять же, это работать не будет. Ну, рисуночек в первом приближении. Да, если у человека, вы слышали, да, путь к Богу лежит через покаяние, вот одна из основ, чтобы получить освобождение от проблем, нужно научиться приносить извинения. Ну, не обязательно на коленях, но в любом случае признавать, что ты нарушил закон, ну, скажем, сказал неправду или эмоционально резко отреагировал, да, что ты нарушил закон, и ты приносишь извинения. Если у человека этот навык есть, он способен получить прощение. Если этого навыка у него нет, то ситуация будет развиваться каким образом? Все жестче, все жестче, все жестче. Да, если человек не делает выводов, судьба его бьет. Да, ну и все сами в руках– это представители кармы. Поэтому законы, там, как определяется судьба человека через воплощение, да, это отношение к Богу, да, к самой высшей ценности, ну и так далее. Заканчивая, как управлять своим временем. Да, потому что время– это то, что дороже, чем деньги. Да, большинство людей живут просто по привычке, они не анализируют свое время. Да, поэтому убеждения, внешние проявления, внутренние проявления, цели, там, анализ ситуации, достоинство, честь, да, все это мы рассматриваем, как это прописано по законам и каковы механизмы. Вот там плохое настроение, пальчик порезал, до предупреждения там аварии или пожары, ну и прекрасной или очень непрекрасной судьбы. Работа с кармой, с судьбой. В двух словах мы проходили. Да, как все устроено, кто принимает решения, где брать информацию, как работать с этой информацией. Если человек этой темой не владеет, ну, для большинства людей судьба– это непонятные, несправедливые неожиданности. Да, если вы с судьбой работаете, вы понимаете, там ничего не происходит просто так. Ну, один из примеров. М, Дама не была, а есть там. А, не любит человек комплименты. Да. Чем заканчиваются вот а, по судьбе такие ситуации? Заканчивается это тем, что возвращается домой вечером, ее в подъезде прижимает к стеночке какой-то э, совсем нетрезвый мужчина и начинает говорить комплименты и признаваться в любви. Да? На следующем занятии приходит, говорит, вот такая-то ситуация. Понимаю, принимаю. Пожалуйста, говорите комплименты, больше не буду возмущаться и говорить в ответ нехорошие вещи. Все. Урок, почему урок, почему нужно принимать, да, комплименты в свой адрес, пройден. Решения приняты правильные. Если человек не понимает, да, вот таких ситуаций, ну, они будут повторяться. Да. Ну, и дальше. Знаки, проблемы. Да, мы видим, смотрим в тонкий мир, что мы там видим. Да, и как неприятные моменты, там кармические воздействия, там блоки, вставки, магия, там отток энергии, существа какие-либо, несветлое покровительство. Да. Что мы видим, как это читать, да?
И как читать различные знаки, ну, скажем, если вы знаете, куда смотреть, то, в принципе, перед каждым человеком нарисовано, что его ожидает в будущем. Если вы знаете, куда смотреть и как это читать. Там, уровень человека, его возможности, все это можно прочитать за 1 минуту, если вы владеете информацией, да, и способностями. И вы можете никогда этого не понять и жить в каких-то своих представлениях, и не будут идти вразрез, да, с волей Бога, с решениями кармы, просто отстаивать свои интересы. Да, основные возможности, ну, там самые разные. Одно из самых таких показательных, наверное, даже кричащих, да, это проклятие рода. Да, то есть фактически, когда человек понимает, как это работает, там предок там, давным-давно совершил преступление, род проклят, да, обиженная сторона говорит, ну что ж вы так, да. Человека убили, взятку дали, и весь род несет грех. И если он не очистится, он будет уничтожен, этот род. Если вы сможете помочь, да, людям, да, вот, решить эту задачу, он может жить дальше. Поэтому проблема убирать, да, позитивные призы получать, вот, притягивать желаемое. Там встречи, чувства, состояния, какие-то договора ценные по жизни. А как все это делается, мы рассматриваем в 10 теме. Если человек не обучен, скажем, по 9 теме «Проблемы и знаки», смотрю книгу и не понимаю, что там написано. Если обучен, судьба, люди, воля богов читается, ну, по мере подготовки. Все как более, да, понятно и доступно. Ну, здесь некоторые возможности перечислены, там вверху человек входит в какие-либо эгрегоры, да, которые отвечают какие-то за самореализацию, взаимоотношения, там, за деньги, за духовные ценности, да, общается в медитации, там, себя изменяет и так далее. Орг-вопросы. Те, кто примет решение подключиться к нашим занятиям, занятия, собственно, два основных типа. Первый основной, и второй это зачеты, ну, не совсем зачеты, но зачеты, примерно одно из 5 занятий. Как происходят основные занятия? Они у нас нестандартные по ряду показателей. Ну, первое, это, как всегда, это теория. Да, нужно рассказать. Второе, если вы просто прослушали, да, информация остается в интеллекте, эта информация работает, в большинстве случаев никак не работает. А еще в ряде случаев она просто вызывает негативную реакцию, да, потому что есть проблемы, которые против. Ну, скажем, вы поняли, послушали там, да, Бог есть карма, а материалист говорит, да что такое, что за глупости, нас чему в школе учили. Да, поэтому, когда человек услышал что-то, следующий шаг, да, пункт Б, изменение сознания. Нужно, чтобы информация из интеллекта опустилась в подсознание или там сверхсознание, чтобы можно было бы убрать те программы, которые против, и сформировать программы, которые за. Да, это перепрограммирование себя. Тогда информация превращается в убеждение и автоматически ведет к позитивным реакциям. А часть проблем уходит благодаря тому, что человек принимает просто позитивные знания. А уже следующий шаг, там, скажем, если изучаем медитацию, то медитацию, изучаем ритуалы, то ритуалы. Это практика по пройденной теме. Да, вот это изменение сознания, мало кто этой технологией владеет. Да, в данном случае это одна из наших как бы, таких, еще одних сильных сторон. То есть здесь мы что-то изучаем, да, себя, свое сознание изменяем и отрабатываем соответствующие вопросы. С зачетами немного по-другому. Здесь мы не рассматриваем что-либо новое, а выделяется там соответствующее время. Это ответы на вопросы, на тестовые, и во многом это практика. То есть как научиться плавать? Ну, прыгай в бассейн, плыви, да, получай информацию. Да. Поэтому, чтобы формировать соответствующие навыки, нужно практиковать. Вот это время зачета, это практика друг по другу, прежде всего, где-то по себе, но в основном друг по другу, там по несколько человек. Пожалуйста, проведи диагностику, нарисуй, какие проблемки ты видишь или там какие позитивные подключения ты видишь. Пропиши программы, от чего избавляться, там, может быть, ситуация, как это происходило, какие решения должны быть.
Да, проведи процедуру, проведи ритуалы, получи результат, воздействие ушло. Да, и в целом работать по устранению воздействий по прошлому на порядок проще, чем по будущему, потому что прошлое уже написано, да, исправь ошибку, замени на противоположное, все, воздействие ушло. А с будущим, конечно, на порядок сложнее. Да, могут вмешиваться какие-то непредвиденные обстоятельства, непонятно, как себя поведет человек в новой, неожиданной для него ситуации и так далее. В общем, два типа занятий. Первый основной. Мы осваиваем информацию, формируем навыки. Второй– это оценки, слушатели друг по другу, оценки консультантов, наставников и практика. Практика по решению конкретных вопросов лично по себе и друг по другу. М, ну, надеюсь, понятно, что без этого как бы процесс обучения будет неэффективен. По прохождению занятий. Как бы несколько вариантов. Э, ну, у каждого свой темпоритм жизни, да, поэтому стандарт, по которому мы долгое время обучались, это 2 раза в неделю. Ну, это как бы занятия по 4 часа, по 5 академических. Это как бы такой высокий темпоритм, но он дает и, понятно, что другую скорость, да, получения результатов. Чем больше нагрузки вы даете, если вы ее выдерживаете, если это вас бодрит, тем больше результат. Да? Поэтому один режим занятий 2 раза в неделю, более спокойный режим раз в неделю, если со временем сложности. Ну и совсем спокойный режим– это примерно 2 занятия за 3 недели. Там, командировки у кого-то, еще что-то. Но основной, конечно, номер один– 2 раза в неделю, да, раз в неделю. Но если совсем уж как бы вопросы со временем или там со скоростью прохождения. Не всегда наши занятия даются легко, хотя они очень интересные. Всего около 100 занятий, 2 семестра по 50 часов. Соответственно, один семестр в среднем можно пройти за 6, 12 там, да, или 18 месяцев, в зависимости от выбранной скорости. Да, вот на этот вопрос себе нужно ответить, да, там, познакомиться какое-то время, там, ну, неделю-две, да, доступ человек получает к курсу, знакомится и определяется, с какой скоростью он может идти. Есть изначальное какое-то понимание, ну, есть дальше по факту. Выбор скорости. Для чего важен? Чтобы мы могли двигаться вперед, нужно понимать, что нам нужны партнеры, вот каждому человеку, по множеству причин. С кем поговорить на эту тему? В большинстве случаев, кроме вот как с коллегами, вы с обычными людьми не поговорите, да, они не понимают. Поэтому с кем поговорить? С кем посмотреть на ситуацию с разных сторон, да, вот практически, которую там нужно решать. С кем там помощь получить, да, вот. Нужно ж формировать навык. Часть решает сам, приличную часть можно решать с коллегами. Да? В том числе практиковать все задания, в том числе практиковать сеансы духовного целительства, сопоставлять информацию, которую вы получаете. Ну, супер как бы важно для многих, не для всех, но для многих. Он снимает информацию, видит, что такую же информацию получает и второй, и третий, и четвертый человек. Включается воодушевление, вера, доверие, да, потому что ну, не все верят себе с первого раза, по крайней мере. Да? Поэтому для прохождения курса нужно, чтобы было взаимодействие с группой. Поэтому определяемся, в каком ритме идем, там, регистрируемся в соответствующем чате и находим себе партнеров. Ну, там, желательно 3 человека– это основная команда, ну, минимум там, человек 8, так, чтобы можно было бы меняться в этой группе, да, чтобы это были разные комбинации и различный опыт. Да, потому что все же люди разные, неправильно общаться только с одним. Это значит не уметь общаться с другими. Это не любить, не понимать других людей. Это не устранить проблемы, которые мешают общаться с остальными. Значит, для чего нужно выбрать скорость, я сказал. Стандартная процедура, когда вы идете с группой и взаимодействуете с другими людьми, осваиваете все техники. Нестандартный вариант, не знаю, насколько мы его там будем реализовывать, но в принципе такая возможность есть. Когда для вас главное понять информацию, просто обращаться за помощью к целителям, то ну, там, со временем может быть сложности, практику человек не до конца
осваивает. В принципе, можно получать только информацию, тогда человек может двигаться и сам. Ну, здесь нужно будет посмотреть, чтобы это не было во вред, да, потому что все-таки информация духовная, она требует внутренних изменений. Да, и просто новое живет, и рядом зло живет, этого не должно быть. Да, должна быть какая-то единая власть. Перестройка– это какой-то единый стандарт. Значит, в каждом занятии у нас что? Занятия представлены в виде видеозаписи, да, там тезисы представлены, далее там задания всевозможные, тесты. Выполняя задания и получая позитивные оценки по тестам, человек переходит к следующим занятиям. С кем вы будете взаимодействовать? За каждым человеком, за каждой группой, да, закрепляются кураторы, да, все технические вопросы через них решаются, контроль заданий через них, помощь, ну, в значительной степени, да, это с их стороны, там, по теории, там, каким-то другим-то вопросам. Все вопросы более сложные или разбор конкретных ситуаций. Там, мне нужна карьера, или у меня там что-то болит, или я хочу там решить какую-то задачу, это уже идет э, второй тип наших сотрудников или вторая категория. Это духовные целители, да, те, кто работает уже достаточно давно и с высокой квалификацией. Поэтому сопровождение занятий– это кураторы, решение конкретных вопросов, да, по себе, по судьбе, особо сложных вопросов, да, это духовные целители. Как проходить обучение, как э, правильно понимать, что такое техника безопасности, не нарушать технику безопасности, мы рассмотрим все это в отдельных занятиях, да, потому что если я не помню, не ошибаюсь, там по какой-то статистике самое большое число травм в ванной: поскользнулся, упал, голову разбил. Да? Технику безопасности нужно понимать, она может быть даже на таком вот смешном и печальном уровне. Так, по пакетам, по ценам. Значит, мы сейчас говорим о нашем как бы первом основном курсе, о базовом. Да, это то, что, по идее, для всех, кто хочет понять, что такое эзотерика, да, ее возможности научиться этим пользоваться, ну, для большинства людей этого будет вполне достаточно. 2 семестра, примерно по 50 занятий. Оплата идет по одному семестру. Мы с вами сказали, там видео, тесты, задания, все там представлено. Кураторы сопровождают. В чате группы, с одной стороны, знакомимся и находим партнеров себе, да, небольшую такую подгруппу, с кем будем работать. Ну и дальше уже определяемся, как мы с ними взаимодействуем. 3 типа пакетов. Первый базовый, второй стандартный, третий VIP. Основное отличие между ними, да, основное отличие между ними– это по сеансам, да. То есть в пакете первом сеансы предварительно не заказываются, вы их приобретаете по необходимости. В стандартном пакете это 10 сеансов в семестр, да, но они все, если они пакетом, они идут со скидкой. В базовом в 2 раза больше, там 22 сеанса за семестр, да, вы получаете также еще с большей скидкой. Для чего нужны индивидуальные сеансы, надеюсь, всем понятно. Вы не ищете ответ, вы задаете вопрос, вы получаете ответ специалиста. Да? Всегда есть, ну, грубо говоря, один правильный, много ошибочных вариантов. Поэтому вы получаете ответы быстрее, ну, и так далее. Кто ценит время, да, и у кого этот навык наработан, вам это жизненно необходимо. Кто, может быть, или не готов то ли к такой работе, то ли финансово, то ли еще по каким-то мотивам, тому можно и без, да, без индивидуальных сеансов. По необходимости можно потом будет заказать. Значит, основное первое– это разница по пакетам. Это число предзаказанных сеансов, да, по личному сопровождению. Чуть подробнее ниже рассмотрим. И плюс подарок, в зависимости от пакета, 2, 5 или 8 книг, да, нашего центра. В данном случае, прежде всего, моих. Немного подробнее.
по данным пакетам. Цены вы видите. А, Значит, большая часть положений, они будут во всех пакетах. Личный кабинет, программа обучения, поддержка кураторов, ну, закрытый чат, где-то знакомимся, где-то задаем вопросы, помогаем друг другу, общаемся, договариваемся. Конечно, ну, неважно, предположим, отдых, путешествие. Ну, одно из основных условий – это хорошая компания, да. Почему человек чувствует себя одиноким, ну, в том числе, да, неинтересно общаться, тем общих нет. Эзотерика или духовный мир – это бесконечная тема, просто бесконечная. Всегда интересно. Если рядом с вами, да, классные люди, это всегда интересно. Значит, личные консультации в базовом пакете не предусмотрены, практические задания везде. Скажем, в зависимости от пакета, чем выше пакет, тем большая программа по лояльности, да, больше процент скидок. Ну и то, что мы с вами рассмотрели. Предоплаченных сеансов нет. Так, это первый пакет, базовый. То есть для обучения все есть. Основные отличия – нет предоплаченных сеансов и система лояльности начальная. Стандартный пакет. Есть предоплаченные сеансы, то же самое, плюс предоплаченные сеансы. м, э, 5 книг в подарок. Это как бы основные отличия. И лояльность, да, то есть скидки на те или иные, в данном случае, вопросы, прежде всего сеансы духовного целительства, они здесь будут средними. И пакет VIP – это максимальное число предоплаченных сеансов, максимальная программа лояльности, в данном случае по стоимости, да, индивидуальных сеансов. Ну и, конечно, чем больше вы э, вводите в свою жизнь индивидуальные работы, да, скажем, там, олимпийская сборная, да, там гимнаст, один тренер готовит там одного-двух человек, да, чтобы вывести на максимальный результат. Чем больше, конечно, вы вот в эту сферу индивидуально вкладываетесь, тем, по идее, больше результаты получаете. Хотя, то, что я говорил, высокие результаты получают все участники, да, потому что ну, нет такого, что просто человек и конспект. Есть человек и те, кто рядом. Да, и есть возможность получить взгляд со стороны, есть возможность провести диагностику и сравнить свое представление с тем, что видят и понимают другие. И, итак, пожалуйста, если вам эта тема интересна, да, и вы для себя сейчас готовы принять решение, что вам, да, это подходит, да, с учетом всех таких подробностей, условий, которые мы рассмотрели, пожалуйста, под видео нажмите кнопочку «Приобрести сейчас». И просьба, пожалуйста, в чат напишите свое резюме. Да, хочу, предположим, или хочу сейчас, или хочу чуть позже, или, ну, как бы такой вариант защитная реакция, хочу подумать, ну или, пожалуйста, что вы считаете нужным. Пожалуйста, нажмите на кнопочку ниже, да, чтобы можно было бы перейти по ссылочке и, да, приобрести тот или иной пакет, который вы выбрали. Пожалуйста, хочу сейчас или хочу позже, или подумай, напишите, пожалуйста, свое резюме. Пройдя по ссылке, вы попадете на вот такое окошко стандартное. Здесь есть возможность выбрать один из трех пакетов: базовый, стандартный или VIP. Да, они, я говорил, чем отличаются. По цене, разумеется, отличаются. Заполнить свои данные. Ну, если вы хотите какие-то задать вопросы, что-то прокомментировать, также, пожалуйста, свою информацию внесите. Спасибо, супер, супер. А, Все, кто написал «хочу», да еще лучше сейчас, да, ну, конечно, вас ожидает удивительное путешествие, удивительное открытие, начиная, ну, с первых занятий. Кто что-то проходил раньше, фактически после первых нескольких занятий, да, все становится на свои места, да, что нужно пересматривать многое, то, что человек прошел. Так, значит, заполняете, жмете внизу «Оформить заказ», попадете на вот такую форму здесь, или вы, ну, варианты какие,
или вы оплачиваете семестр полностью, или, по крайней мере, сейчас там перейдем к специальным предложениям, вы можете сделать частичную предоплату, да, чтобы там по программе лояльности за вами сохранились соответствующие условия. Ну, так. Значит, мы с вами сказали, чем отличаются пакеты. Да, это программа, она стандартная, плюс сеансы духовного целительства. Значит, по духовному целительству, ну, несколько слов. Какие вопросы могут быть решены? Да, практически все, что мы с вами говорили, да, мы это рассматриваем на наших занятиях, люди проходят подготовки, они это практикуют. Да, все, что мы озвучивали, все это работает на практике. Основные специалисты, те, кто будут сопровождать данный курс, работают более там, 10-15 лет, это там, тысячи сеансов, ну, огромнейший опыт, да, это супер. Это то, что раньше называли чудесами, там, исцеление, там, или человеку вернули зрение, да, один из случаев, э, кодовое название «Матадор». Да, у мальчика садило зрение, собственно, вернули зрение каким образом? Не было времени более работать подробно, и за 5 минут у целителя есть решение. Книжечка «Матадор». Садитесь, да, и читайте вместе вслух. И переживая вот эту ситуацию, она близкая очень по событиям, да. То есть «Матадор» — это книга единственного в мире слепом Матадоре, да, которого там отец побил, он ушел там, и вот его жизненный путь. И человеку сняли через несколько месяцев сеанс, диагноз, да, приходит мама с цветами, там, с конфетами, и говорит, читали и плакали, да, почему? Переживали, принимали правильные решения и получили освобождение, да. То есть давление негативной энергии, не хочу видеть все, что вокруг происходит, как себя ведут родители, что с моей жизнью, да, эти программы ушли, да, и человек, да, вернул себе зрение. Значит, практика, то, что делают на уровне чудес, но одни из самых сложных вопросов, да, это, скажем, включая онкологию, там более 100 случаев, да, фактически, если достаточно вовремя, ну, не так, что уже все разложилось, да, если достаточно вовремя, то или без операции, или там с минимальным участием, с минимальными последствиями по операции. Да, пожалуйста, по оплате, то, что мы говорили, если какие-то вопросы возникают, можно нам написать модератору, ну или в поддержку. Значит, по стоимости сеансов, да, пока она, скажем, относительно невысокая, да, на уровне коучинга, да, но это как бы начальное. Если это более сложные вопросы, то это несколько раз будет дороже, разумеется, потому что и усилий больше, да, и вообще какие силы задействуются, что для этого должен знать, уметь человек. Да, это все, конечно, сложность вопроса, она это все повышает. Ну, цена пока она достаточно доступная. Варианты сеансов. То есть мы говорили, что все, что мы прошли, да, это наши специалисты могут решать. Но, собственно, основные варианты. Вы хотите эффективно освоить саму программу занятий, и вы идете по занятиям, и там способности, чтобы лучше работали, там технику оттачиваете, все, что касается этого. Это один вариант. Кроме этого, есть еще варианты, когда вы хотите работать там по себе и по судьбе. Предположим, если у вас с судьбой все хорошо, работа, там семья, друзья, на душе плохо, да. Приоритет внутреннему миру. То есть вот я хочу, да, вот с помощью профессионалов свой внутренний мир привести в порядок, да. Что происходит, ну, в первом приближении? Общая диагностика, да, прописываются ключевые проблемы, определяется логическая последовательность их решения. Ну, предположим, если нужно там что-нибудь там, здание, да, аккуратненько, чтобы сложилось, неправильно выдергивать там нижнюю сваю, все тебе падает на голову, да, нужно как бы продумывать, в какой последовательности, чтобы все это шло рационально, да, определяется последовательность эффективная, и пошли решать различные задачи. Есть прямо
Прямо противоположный вариант. Человек верит в себя, внутри все хорошо, с семьей плохо, с друзьями плохо, с работой плохо, да. Нужно решать вопросы судьбы. То же самое диагностика, список причин, определение логической последовательности и пошли решать одна за другой те задачи, которые блокируют возможности для качественного роста. И вариант горящие вопросы, да, это как бы комбинация. Да, вот в целом по душе, по судьбе хочу, чтобы был эффективный рост, какие вопросы, в какой последовательности нужно решать. Индивидуальная работа – это всегда множество преимуществ, да, потому что говорят с вами, да, профессионалы с огромным опытом, там, мгновенно считывают информацию, да, вот в режиме прямого диалога получают информацию, ее озвучивают, видят, да, далеко и много и интересного. Ну, понятно, что до уровня воплощенных богов еще нужно работать, но профессиональные качества очень высокие. И личные качества очень высокие. Значит, по сеансам, в двух словах я рассказал. И специальные предложения для участников вебинара. Специальное предложение. Значит, по тарифам, э, в данном случае, если вы у нас как бы для кого работают спецпредложения? Первое, если вы оплачиваете, да, сегодня или, по крайней мере, предоплату, да, сегодня до 23:00 вносите, да, это как бы один вариант. Второй вариант, если в течение там ближайших 5 дней, да, вы решаете финансовые вопросы. Как бы 3 тарифа, они здесь представлены, цены указаны. И если вы вносите оплату за семестр сегодня или, по крайней мере, предоплату, да, то вы получаете соответствующие скидки. Да, ну, мы их немного округляем, но это примерно процентов 20 на пакет. При этом, если это пакет VIP, то на сеансы скидка, она еще идет выше, около 30%. Варианты. То, что я сказал. Первый. Если оплата идет сегодня до 23, да, то или вы э, полностью проплачиваете сегодня семестр, или, по крайней мере, 100 условных единиц, да, вносите предоплату, то за вами сохраняется эта возможность остальные средства внести в течение 5 дней и получить вот с такой приличной скидкой. А, Пакеты: первый базовый, второй стандартный, третий VIP. Да, цены указаны, ну, все остальное можно будет, да, задать вопросы модераторам или там техподдержку. Разберетесь, пожалуйста, просьба по техподдержке тоже, да, сбросить данные, чтобы можно было написать, если возникнут какие-то вопросы там, по проплате, там, какие-либо другие. Вариант первый – это максимальная скидка, действует сегодня, да, или закрыт там в течение нескольких дней. Вариант второй – кто сегодня никаких действий не успеет совершить, то на последующие 5 дней есть возможность, да, заказать эти пакеты со скидкой примерно в 10%. Цены, соответственно, указаны. Я надеюсь, что, ну, конечно, деньги не главное, но это никогда не бывает лишним, да. Пожалуйста, если готовы, жмем кнопочку «Приобрести сейчас», переходим по ссылке, и процедуру мы с вами рассматривали. Спасибо всем, кто написал «хочу». Классненько. Если вы как бы запустите финансовые механизмы и, да, скажем, проплата прошла, не помешает, конечно, сказать, что я вошел в процесс. И, конечно, вам всем успехов. Ну, здесь несколько комментариев. Дальше, в данном случае по нашим слушателям. Подробнее можно будет прочитать, но если коротко, джентльмены, ну, позитивные результаты фактически по всем сферам. Да, в данном случае оба, да, благодаря обучению там, по нашим программам перешли от наемного труда к открытию собственного растущего бизнеса, да, увеличили свои доходы, соответственно, в разы. Да, но в данном случае они оба, да, решили свои вопросы по личной жизни. Сейчас там у них уже семья, дети,
Ну и, конечно, огромный интерес к этой сфере и развитие стало, по большому счету, нормой жизни, которая постоянно увеличивает, да, результаты. По нашим дамам, в основном то, что они здесь пишут, это результаты по внутренним изменениям, да, потому что когда человек не понимает, это правильно все вокруг или неправильно, я классный или напрасно родился, да. В данном случае они описывают, какие изменения произошли по их внутреннему миру, по состоянию души, ну, вообще, как смотреть на мир, им наслаждаться или страдать и так далее. Всего у нас, ну, несколько книг за время обучения, да, за время работы, несколько больших книг с благодарностями, да, от наших слушателей и с описанием их практических результатов. По возражениям, по опасениям. Ну, первое. Нужно ли это мне? Конечно, каждый решает самостоятельно, но то, что мы с вами говорили, примерно 1/3 всех жизненных ситуаций, жизни, да, судьба, внутренний мир, без этих знаний в принципе не решается, да, такие как влияние предыдущих воплощений, нужны способности, связь с тонким миром, чтобы это понять. Кармические воздействия, будущее воплощение, что думают высшие силы, какие они будут принимать решения, кнопки нажимать, ну, для этого нужна эзотерика. Если это ценно, да, вы, конечно, с удовольствием, надеюсь, с огромным удовольствием и с благодарностью будете участвовать. Если это не представляет ценности, ну, в данном случае это не поможет. По доверию, по компетентности. Я надеюсь, что я сказал достаточно много, чтобы принимать решения. Могу привести такой пример. Причем он не единичный, он больше как закономерность. Да? То есть если вот человек обладает способностью оценивать качество информации, он открывает документ, читает там несколько абзацев, он понимает, это писал дилетант или это академический уровень. Да? И если о, спасибо, самым быстрым первым поздравления. Значит, э, если у него этот навык развит, он оценку делает быстро. Там, не по сути, но, по крайней мере, да, это уровень академический или это уровень дилетанта. Если этого навыка нет, то что человеку не говори, он все равно ничего не поймет. Да, вот один из примеров, который здесь указан, Заратустра, кто знает его историю. Да, то есть 10 лет его побивали камнями соплеменники, с их точки зрения, да, спасибо всем, кто вошел, да, поздравления и наилучшие пожелания, разумеется. А, Побивали соплеменники, и они считали, что он говорит неправильно, поступает неправильно. Ну, он не с той аудиторией общался, да, то есть этих людей, у них нет возможности оценить то, что он предлагает. У них есть стереотипы, и они людьми управляют. Те, кто достигают успеха в жизни, ну, вот если нет вот внутреннего настроя, если нужно идти один против всех, ну, там, неважно, Форд или кто угодно, первые годы в сарае проводит, да, чтобы перейти на уровень высоких достижений. Вот если нет такой силы, то достигать успеха, да, тяжело. Ну, в данном случае Заратустра лет 10 совершал не самые, может быть, правильные с логической точки зрения действия, но в конце концов, ну, люди не слышат, ну и ладно, пойду тем, кто меня слышит. Да? Пришел в соседнюю страну, пришел к людям более высокого уровня, к царю. Ну, покажи, что можешь. Да никто не может, а он может. Там излечил любимого коня, да, там лошадку любимую царя. Ну, будь придворным жрецом. И затем стал основанием одной из мировых религий на то время. Да, поэтому кто-то оценивает, ему достаточно некоторых фактов, чтобы понять, что это. Другому всю жизнь, да, бесполезно говорить. Поэтому, пожалуйста, я надеюсь, что представленная информация достаточно для того, чтобы оценить уровень компетенции. Если доверия нет, то лучше поискать другие варианты. Да, но еще есть такой вариант, если у вас остались какие-то неотвеченные вопросы персональные, да, можно записаться на пробный сеанс. Ну, он будет такой короче, чем обычный, и более доступный по цене. Следующее по цене. Но опять же, дорого ли, дешево, это зависит не от суммы, а от человека, да, вот его
возможностей. В данном случае в этой сфере у нас она, по большому счету, ниже среднего. Дальше она будет, разумеется, постепенно расти. Если взять бизнес, то это как бы ощутимо дороже, сопоставимые по объему программы. Да, это может быть там в разы, в 5, в 10 раз дороже. Но вы сами для себя решаете, но с моей точки зрения, каким бы ни был бизнес, душа, будущее, там, последующее воплощение, жизнь, смерть, чувства, счастье, способности, это стоит несоизмеримо дороже. Несоизмеримо дороже. А спасение там человека, ну неважно, там онкология или там проклятие рода, сколько это может стоить, да даже если вы просто понимаете, что это возможно, и знаете, к кому обращаться, ну, это уже дает вам шанс, да, ну и высокую степень вероятности позитивных результатов. Поэтому дорого-недорого. Что, как оценивать? Да? Смогу ли я? По статистике мы с вами говорили, там 19 из 20, но опять же, есть образование, там оно подтверждается, что человек достаточно умный, сильный, есть там доходы, с привычками вредными попрощался. Большинство получает все необходимые позитивные результаты. 1 из 20, ну, плюс-минус. Да, за счет чего? Ну, за счет технологий, за счет знаний, за счет того, как мы работаем. Как понять, что мне это подходит? Ну, первое, если вы понимаете, о чем мы с вами говорим, и вам интересно, да, спасибо еще, кто-то у нас подключился. Если вы понимаете, вам интересно, ну, первую галочку себе можно поставить. Условия, условиям соответствуете, да, можно поставить вторую галочку. Если мало, можно себе представить, вы входите в этот процесс, да, там, картиночки, которые видели, там, просите, чтобы, ну, неважно, там, покровители дали возможность почувствовать, что это такое, вы подключаетесь к занятию. То есть фактически у каждых сил тонкого мира своя энергия. И комфортна ли она вам? Если ту энергию, да, света, которую дают наши покровители, она вам подходит, вы чувствуете радость, воодушевление, хорошо. Если не очень, значит, может быть, не совсем подходит или активизирует ваши незакрытые проблемки, незакрытые вопросы. Да? Спасибо, да, еще кто подключился к нашим программам. Поэтому, если у вас есть сомнения, опять же, лучше обратиться к нашим консультантам, записаться на сеанс, да, и варианты. То ли проблема убирается, может, она убирается легко, там где-то человек раньше обжегся, да, что-то у него там болит, ну, именно в этой сфере. То ли не сейчас, а через несколько лет, а сначала нужно там решить какие-то конкретные вопросы, то ли вообще не стоит. Лучше, конечно, чтобы вот были ответы, которые человека, ну, удовлетворяют. Ага, он понял, в чем причина, да, почему такие там внутренние реакции происходят. Все. И он принимает решение с уверенностью, что это правильно. Можно ли гарантировать результат? Ну, хотелось бы увидеть, где вот такая гарантия существует, вот где. Да, предположим, в любой институт приходят люди, кто-то вверх, кто-то вниз, кто-то среднячок. Да, в спорте, где угодно. Поэтому результат, он зависит прежде всего от того, какие усилия вы вкладываете, да, от ваших действий, от вашей мотивации, от вашей дисциплины, от вашей тщательности. Ну, как и всегда. Да, результат – это объем и качество вложенных усилий. Среднестатистические показатели мы с вами рассмотрели. Итак, пожалуйста, кому все это по душе, кто хотел бы себе освоить эти технологии, да, кто оплатил, да, пожалуйста, подключайтесь, да, к чату, напишите, пожалуйста, что вы оплатили, и дальше наши э, кураторы, да, менеджеры с вами свяжутся, и все необходимые процессы мы с вами запустим. Мы с вами запустим. Всем, кто подключается, да, конечно, наилучшее пожелание и как там у Высоцкого, да, я рад и нем, а только немного завидую тем, у которых вершины еще впереди. Да, те, кто этот путь прошел, конечно, это радостные такие события, открытия. В общем, желаю вам все это пережить и получить максимум пользы.
Итак, мы движемся к завершению. Все прекрасно знают, что человек предполагает, но располагает не он, а судьба располагает. Надеюсь, вы хотите знать, что думает судьба, да, а еще точнее силы, которые отвечают за вашу судьбу. Я надеюсь, что вы все хотите знать, что судьба думает по вашему поводу, да, персонально, и учитывать это в своих решениях, да. Потому что большинство людей, ну, их удел так колея, к сожалению. Они не видят перспектив, они не понимают законов судьбы, они не понимают механизмов внутренних изменений, да, поэтому они возможностей не видят, и вот использование возможностей для них, ну, недоступно. Конечно, когда вы получаете вот эти ключи к общению с тонким миром, шаг за шагом человек приближается к всемогуществу. Что такое всемогущество? Не потому, что я могу там мысленно передвинуть дом, а любой результат, он просто предполагает, что ты готов заплатить, объем и качество вложенных усилий. Если человек изменяем, то для него, в принципе, все возможно. Так, пожалуйста, готов ответить на ваши вопросы. Вопросы, пожалуйста. Где у нас вопросы? М, Модератор, если вопросы где-то были вверху, просьба вопросы сюда добавить. Мгм. Так, где у нас вопросы? Мгм. Хорошо, хорошо. И если мы с вами отработали таким образом, что на все вопросы я ответил по ходу пьесы, то замечательно, то замечательно. Тогда можно будет и попрощаться. Хорошо, уважаемые дамы и господа, я надеюсь, да, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто считает, что он недаром провел сегодняшний вечер, да, с нами. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кому было скучно, поставьте, пожалуйста, минусы. Да? Хорошо. Спасибо. 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 Ага, даже много плюсиков. Супер. Ну что, уважаемые дамы и господа, тогда я с вами прощаюсь. Все вопросы, которые у вас есть, пожалуйста, задаем модератору, ну и дальше как бы консультантам. Да, пожалуйста. Если вопросы финансовые, то техподдержку. Ну что, прекрасных вам озарений, открытий, впечатлений и достижений. Дальше на вопросы, давайте, мое время заканчивается. Дальше на вопросы отвечают модераторы, а я с вами прощаюсь. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.